Друзья, всем привет! Вы на канале BioStream. С вами Михаил. Продолжаем мы прохождение Wildal. Я, короче, я не могу. Я не англичанин. Вайландеры. Вот, РПГ новиночка у нас. Третий стрим, серия прохождения по данной игре. Приятного всем просмотра, друзья. Хорошего мне настроения. Мы на Дуниосе. Сейчас мы сделаем как раз-таки порчу, да, ищем. Коснитесь источника. Я помню, мы какого-то пса там усмирили, типа, чтобы Бог мог смотреть его глазами, знать, что там творится. В мире, точнее, ну, типа, заключенный. Вот. И попросил нас порчу. Так, а что по персонажам? Это у нас типа гоблин, малыш какой-то мы нашли. Да, он так прикольно с этим с мешочком бегает. Так, ну и несколько я кристаллов тут приобрел, да? В оружие вставлять. Будем разбираться, смотреть 2500 золота. Максимилиан, привет. Привет всем. Решил немного глянуть, что за новинка. Это уже третий стрим прохождения по данной игре. Так, добро пожаловать. Там описание, можешь ознакомиться. Есть ссылка на Steam, где находится сама игра. Разработчики, как они написали, вдохновились такими играми, как Neverwinter Night, как Dragon Age, по-моему, Inquisition и еще какой-то игрой, по-моему, Zelda. Вот, и выпустили данную игру. Вот, игра релизовалась 2 февраля данного месяца, данного года. С бетки она, по-моему, с 2020 года. Так, а что ему прибавить-то? Я, кстати, не в курсе, что у него по навыкам. Что он любит? Ловкость восприятия, то есть криты восприятия. Уклоняться и шанс крита. Но это, получается, второй ловкач у меня. Как раз таки после этой, где она у меня? Убийца, разбойник, убийца. Так, ладно, поехали искать. Порча, как это порча? Ну вот она, в принципе, порча-то. Коснитесь. Так, первый есть источник, коснулся. Только она еще, как мы видим, не совсем на русский переведена. Описание. Давайте дальше искать. Да, еще гоблинов найти, вот этих вот маленьких. Там на каких-то картах... сколько их там? Там двоих, там 7. Короче, по городам надо смотреть. Они где-то могут в лесочке там спрятаны быть. Под кусточком, под камушком. Так, это что у нас за Стоунхедж? Хендж, или как он? По идее, по карте не показано, где у нас эти источники. Порчи. Ага. По ручейкам бегать тоже никак, да? Да, Максимилиан, скоро закончим, наверное, Ассасин, Одиссея. Довольно-таки там уже продуктивно так продвинулись. Там, к примеру, уже где-то 50 уровень. Скоро будет, набирается. Как-то не особо охота, когда, знаешь, вот это вот предвкушение. Сейчас ты пройдешь игру и неохота заканчивать. Подожди, а я... получается, тут не могу пройти. То есть источник порчи. Нет, вот сейчас мы... Я понял. В пещеру не будем заходить, а вот отсюда вот зайдем. Так что как бы так. В скором времени Вальгалла. Будем бахать. Да, вот круг друидов я не понял. Я пересматривал стрим, где там можно было пройти испытание друидов. Но это вообще прям какой-то... Ох. Туника застрельщика.
Там типа есть некие кристаллы, где можно... Так, это что такое? В испытании можно где пройти. Некие кристаллы стоят, но как-то я не знаю, как через них. Сопротивление воздуху. У нас получается с вами земля. А, это простая земля. Давай с кристаллом, конечно же, воздух. Это что у нас? Это у тебя маска застрельщика на 2 слота. А, боевая раскраска тоже. А если здесь обычная, то одеть не можешь, да? Получается, здесь только друиду и колдуну. Колдун у нас вот он. На 11. Я еще на работе. О, вот так вот. Мишанька, здравствуй. Добро тебе пожаловать, располагайся. Ничего страшного. Привет всем. Привет, привет. Да я видел прохождение по Ассасину. А ты, Миша, играл в Horizon Zero? Нет, не играл. На сверхвысоком не играю, последний босс остался. Нет, не играл. Я разыгрывал ее, но не играл сам. И то только первую часть я разыгрывал. Много народу говорят, что отличная игра, там туда-сюда, но не играл. А кому-то и не нравится, кстати. Кто-то говорит, по управлению там что-то вообще... Вот Данил к нам заходит. Говорит, управление вообще не понравилось. Ну, я не могу судить ни хорошо, ни плохо, потому что я не играл. По геймплею вроде красочно. Мир такой вроде интересный. Соединусь в чат, пока без звука смотрю. А, привет. Понял, на работе. Хорошо, Мишань, хорошо, да без проблем. Мы сегодня с вами до 5 часиков. Я тоже встал, что-то как-то сегодня вообще фигово спалось. Я не знаю почему. Вчера после стрима посмотрел телек и все, и отрубился, и лег спать. Сегодня видосики дообработал, а, блин, что-то как-то спится плохо. Вот, по поводу как-то вот так вот по Horizon Zero. Многие хвалят, может быть, через джойстик типа удобнее играть в нее, но... С управлением вроде как траблы на клаве. Советую пройти сюжет, круто сделан. Сейчас 2-я часть выходит. Так, сейчас смс-ка дойдет. Как бы, может быть, в дальнейшем я не отрицаю, я попробую, может быть, и поиграть. Много очень игр советуют. Тоже Red Dead Redemption пройти советуют. Я все Мафию как-то ожидаю на первую часть скидочку, потому что 2-я, 3-я есть, а она там переделанная стала, это Мафия. Тоже этот экшен. Очень охота. По поводу сюжета. Часть уходит, буду ждать релиз на ПК. Ну, первый сюжет я относительно знаком немножко. Там, что убивает ее мужчину, по-моему, то ли мужа, то ли брата. И она мстит вроде как-то так. А второй части без понятия. Да, я в курсе, что выходит. Ну, будет возможность, поиграем. Так-то игр Максимилиан очень много. И я в плане прохождения очень. Та же Мафия, тот же Ассасин, тот же Far Cry хотелось бы бахнуть. Все вообще серии. А их больше 6, да. Но если учитывая, как она Far Cry Primary, по-моему. Так, источником там не нужен еще один забрать. Посмотрим, что нам, куда нас приведет. Коснитесь западного источника. Ну вот, да. Как она называется, эта раса, я все забываю. Вот, Фоморов. Мы выполняем сейчас квест на бога Фоморов. Тот, который сидит в заключении, кормит своей плотью, ну, скажем, свой народ. А, это можно вон там. По реке. Ну-ка, давай отсюда попробуем. А потом в саму пещеру. Сейчас я раздуплюсь, разговорюсь, проснусь.
Окончательно. Хотя сам под кофе сижу там. Просыпаюсь, кофеечек пью, типа. Я во все игры на геймпаде играю, на клавиатуре совсем играть не умею. Вот, а у меня вот с точностью да наоборот. Каждый, конечно, как он может, или как ему удобней, приятней. Источник вашей человеческой магии осквернен. Это плохо. Я ощущаю, что серьезный удар пришелся по краю мира, где живут оборотни. Туда ты и направишься. Ну вот он типа смотрит. Смотрит за нами Бог, ну типа через глаза этого волка. А вы на меня не будете нападать? Или нападают, не понял. Почесал, короче, волка, подошел такой смелый. Хорошо, хорошо. Типа тут хронология и вся... Не, можем перевести, но... Так, найди источник порчи в Фистере рядом с Сара. Так я понимаю, что мне туда надо. Могила Брогана какого-то. Так, как там? F5, по-моему. Да, F5 сохранились, пошли. А я вот, например, наоборот не могу на геймпаде играть. Я как вспоминаю Xbox и Call of Duty, так я все прям... Мне было плохо. Мафия установила, не понравилось, как и GTA. Я не любитель таких игр. Она вообще не как GTA, Максимилиан. Нормальные игры, я считаю, что сейчас в данное время, ну, чисто мое субъективное мнение, может быть, оно кому-то и пофигу, кому-то может быть интересно, это какие-нибудь рогалики. Рогалики пошаговые, какие-нибудь RPG-рогалики, где есть какой-то сюжетик. И хорошие игры, это, может быть, где-то до 14-го, до 15-го годов, даже где-то взялся бы до 12-13 года. Вот до этого времени. Начиная где-нибудь с 2003 года. Ну, там нормальные игры. Возьми же тот же... Но, опять же, это все на любителя. Этот Morrowind, Elder Scroll, какие-нибудь такие, да. Mutant Zero Toyden, вот пошагово. Какие-нибудь XCOM, какие-нибудь Warhammer 40 тысяч стратегии. Ну, то есть, и к тому, что там, когда было все на совесть и атмосферно, атмосферу держала какая-нибудь игра. А по поводу мафии, ну это экшен, как он там, Винт, как его там звали, Виктор, блин. В третьей части он с армией возвращается, а в первой части он там вообще курьером работал, втянулось все в мафиозные разборки. Ты чё, это одна из первых игр, когда я играл на ПК и увидел, ну я уже говорил ранее, может быть кто-то уже слышал, это когда я действительно увидел вмятины в машине, в игре. И у меня тогда был процессор Celeron 800, там памяти оперативной 256. Я сидел вот реально в таком окошке играл. Ну, то есть монитор 800/600 был, а я играл в окошке. Чтобы, короче, ну, не лагало там туда-сюда там. Звук временами отваливался. Короче, это жесть было. Ладно, так, давай по игре. То есть, подожди, это... Найди источник порчи на краю мира. На краю мира. Чё себе? И как я должен... Либо это выход такой... Вот он, край мира. Хорошо, а как путешествовать?
попробуем. Что это за край мира? Ты, видимо, какой-то переходной был. Или переход на край мира через эту пещеру. Ну, выходит так. Причем, заметьте, я бегаю еще до сих пор один. Мне почему-то еще надо какого-то там в пещере найти. Пещеру я тоже без понятия, где искать, но... Так. Опа, еще, походу, малыша нашел. Амулет силы. Что это за амулет силы? Я на геймпаде от Xbox играю от Sony ужасные джойстики. Может, от PS5 геймпад пофиксили, он стал играбельным. А в этой игре можно билды собирать? Билды? Ну, тут она как бы в этом плане, мне кажется, простенькая. Ну, как тут билд? Типа топор. Ты берешь меч-топор, щит и только самоцветы. Вот, если видишь, один из двух вставлены. Самоцветы вот эти скупаешь. По навыкам. Навыки все вот здесь. Они где-то пассивные, где-то активные в бою применяешь. Вид строя. Да нет, я не думаю, что какие-то тут билды есть. Хотя я не знаю, может быть, я дальше не прошел. Как бы понимаешь, тут собираешь оружие, усиливаешь доспехи, усиливаешь кристаллами. Но если можно, к примеру, усиливать какие-то свои таланты, либо построение, тут все зависит в основном на построении. Эворд, Best, Just. Хорошо, что-то. Вот такие вот персонажи дают какие-то квесты. Вот, если можно типа построение либо навыки усиливать, то да, может быть и можно билды, короче, заделать. Так, стоп. Corruptions, что-то Vision, Blame. А кто это такие-то? Что это за такое? Викинги, что ли? Некие. Тут еще у каждого своя амуниция, абсолютно своя. То есть ты не можешь там одеть. Если, например, на танка и на глада распространяется хотя бы какие-то некие мечи, то куртки там, допустим, от мага ты никуда не оденешь на какой-нибудь танк. Ну, как-то так вот. В общем, тут у каждого все свое. Так, это мудреца. У меня что с притяжением воздуха? Я так полагаю, что тут самое хорошее это... Ну, смотришь, конечно, показатели и... Опять же... На ставку. Вот, тут обычный. На ставку сколько ты можешь ставить кристаллов, то есть усилить себя. А что мы ему оденем? В воде, к примеру. Или земле. Он, по-моему, и так от земли не на 100%, поэтому давай в воде. Тут тоже простое. Земле, вот огню. Давай их хорошо поставим. Так, Гладиус, у тебя тоже обычная, да? У тебя как раз таки земле. Так, а кому курточку-то я не пойму. Я подобрал курточку, кому-то можно было ее одеть. Колдуну. По курточкам все пока печально. Друид? Неужели друид? Нет. Типа друид и маг похожи. Танк и гладиатор тоже как бы похожи. Суть по графике игра отстала лет на 15, примерно, с похожей лет 15 игр. Но она, нет, она типа мультяшная, ну как?
А, вот, я ему свиток отдал по квесту. Вот тут какой-то квест есть. Сейчас я покажу, где он. Нет, не этот. Это убить, собрать. Вот, найти маленьких малышей этих гоблинов, гоблинс, на каждой локации. А вот это какой-то Brotherhood, Brotherhood. Типа братья, наверное, по оружию, что-то, Blacksmith. И в каждой деревне предмет для задания. Вот сейчас я отдал шкуру какую-то, до этого Gold Steel. Типа золотой камень отдал. И надо найти Star Iron, чтобы опять отдать. Я не знаю, что это даст. Не, графика тут зачетная. Ну, это как рогалик, что ли, я не знаю, можно отнести. Лет 15 назад какая-нибудь готика первая, наверное, Интернайт какой-нибудь. Да нет, там хуже в разы графа была. Я-то примерно помню. Потому что играл в это. Здесь наоборот, как-то прям покрасочнее, посочнее, что ли. Ну, атмосфера, конечно, может быть, будто разная. Этим землям нанесен великий урон, но еще можно помочь. Твоя последняя цель Айнес, царство гоблинов. Так, разбойника, лучник. Осмотри пещеру. Вот где? Как я... Подожди. Пещера где-то здесь должна, видимо, быть. Найди источник порчи в Айнесе. Сирион чувствует присутствие порчи в Айнесе. Земля гоблинов. Отправляйся туда. Окей. Сейчас пойдем. Так, что там? Лучник-разбойник. У меня, я понял, у меня вся амуниция абсолютно ушла в сундук. То есть мне, чтобы ту амуницию, которую я сейчас собираю, да, надо подняться на мой корабль. Там подойти, вот, сундук типа переполнен. Подойти к кузнецу. Вот он, Айнес. Вершины меху. Так, а как мне вернуться? Во, возмездие, возмездие. Пойдем на возмездие. Сейчас мы. Тура-тура-тун-тун. Это наш корабль, это наша банда. То есть откуда все начиналось, откуда мы пошли с королем делать преподношение на остров. Короля, естественно, убили. Так, обычная. Я вот эти сейчас продал бы. Нет, вот это я не продам. Вот обычные вот эти вот шмотки. Братан. Разрешите вам продать. Так, боевая раскраска тоже. По поводу свитков. Свиток воскрешения. Исцеления. Огненные стрелы. Наверное, пока оставим. У меня кристаллов очень много. Так, меч на 2 слота. Так, боевая раскраска обычная продаем. Курточки. Курточки сейчас посмотрим. Это щит я оставил. Тут миссинг стирлинг пампаром. Не знаю, куда вставлять. Короче, какой-то для миссии, короче, камень. Стой секунду. Так, раскраска одинаковая дает, да? Тут обычная, тут обычная. Понял. Значит, продаем. Курточки одинаковые. Есть курточка с гнездом. Ставим. Так, и что у нас по разбойнице? Она без шапки. Мы можем дать раскраску боевую. Пускай даже и простенькая. И по курточке у нее то же самое, да? Угу. Значит, это мы сдаем.
скупить. У нее, по-моему, все скупил абсолютно. Так, один момент. У меня там где-то меч был. Возможно, его мы поставим на... А, у меня гладиатор с двумя... с этим, с двуручником, я вспомнил. Поставил ему. Я посмотрел, тебе в Одиссее еще примерно часов 10 осталось. Может, чуть больше. Хотя я всю игру прошел часов за 75 с DLC с нуля. А DLC по времени как сюжетка. Ну, это хорошо, но я как-то, знаешь, особо не стремлюсь там... То есть, у меня сейчас такое предвкушение, на самом деле, там, немножко полазить, выполнить какие-то квесты, поубивать там, допустим, всех этих животных, которые там мне, как она, Афродита заказала, Дафна, короче. Убить культистов всех, вот как-то вот так вот, знаешь, сюжет-то, ну, я быстро могу бахнуть его там и все, к примеру, хотя, может быть, я ошибаюсь, что быстро. Ну, в целом. Так, ладно, давай мы, что мы по мячу поставим? Самоцель, взрыв, вода, воздух, огонь. Пускай будет так. Так, Гераклиус. Двуручник, самоцвет, крит, урон, мастерство. Вот плохо. А, вот, есть кинжал, есть. У него все стоит. Тогда давай Гераклиус. Что тут? Вода. Натиск. Хорош. Так, тут физзащита. Вот, этот побольше дает. Стоп. Самоцель, защита, магическая, вероятность уклонения, физическая и магическая. На 0,6 дает. Физическая, вероятность уклонения, физическая, магическая. Хорошо, ладно. Жезл. Жезл дает физическая защита. Амергин, это то есть, это колдун. Ох ты, подожди, я тебе сейчас все тут наставляю. Самоцвет, физическая защита, магическая. Сюда, это лучнику. Когти. И все. В общем, мне по большей части нужны вот эти вот натиск, криты самоцвета. Так, давай-ка в шлем посмотрим. Байл. Так, у меня... Это защита, вероятность уклонения. Снижение урона при уклонении. Магическая 2,3, физическая 8,2. Давай вот так вот побольше. Так, тут нормально стоит. Это у нас Бират. Кожаные доспехи Одиссея. Вот еще куда, друзья. Вот еще куда можно ставить. Короче, типа на атаку у нас очень быстро закончились, а на физзащиту не хватило. Вот так вот. В общем, надо где-то самоцветов купить. А самоцветы у нас, по-моему, в каком-то там подземном городе. То есть, если этих хватает, то остальных никак. Сейчас купим. А, по поводу видях, ты меня, по-моему, как-то спрашивал, стоит ли 3050 покупать. На самом деле, там тесты сделал, там есть канал Максим. Как его зовут-то? Герасимов, по-моему. Happy PC, посмотри, в Белгороде. Там они 3050 тестили, она жару дает. 3050 каким-то видеокартам, скажем, 1060 6 гиговые. Где-то даже выигрывают. Вот.
Поэтому, ну, 3060 возьми, если есть возможность. 3050 цена там 25, что-то 35, но везде по-разному. Но это если не у перекупа с магазина. 3060, конечно, будут подороже. 2070 супер. Ну, не знаю. Наверное, все-таки надо на новые технологии выходить, если так. Если есть возможность, то выходи. Роднулечка пришла. Я бы 3060 взял, честно скажу. Так, а мы с вами куда там? Вайнес, да? Пещера Вечности. Позабытая дорога. Поехали. Родионы я не очень, потому что там вообще не понимаю нифига, что там, какие-то новизна там, что там вообще происходит. Музыка такая. Деревня гоблинов. Короче, простыми словами, 3050 по тестам мне понравилось. 3060, я думаю, будет немного посильнее, чем какая-нибудь 2070. Айнес. Прибрежная полоса, населенная гоблинами, шкодливыми существами, превыше всего ценящими хорошую выходку. Здесь нужно кое-что разъяснить. Гоблины не являются смертными, но они не бессмертны. Они не являются смертными, но они не бессмертны. Их возможно, даже не назовешь живыми, в том смысле, в котором мы понимаем сейчас жизнь. Они не понимают человеческой концепции смерти, но тем не менее полагают, что она ужасно уморительна. Хорошая выходка неизменно означает грубая шутка. И, наконец, у них есть взрывчатка, которая... короче говоря, навещайте Айнес на свой страх и риск. Или же, когда устанете от обилия пальцев на руках и ногах гоблина, будет счастлив вас видеть. Ничего, блин, пальцы, что ли? И пальцы мои изымут, или что? Они говорят, не бессмертные? Нет, они бессмертны, но и смертны. Это что, как-то... Я не понял. Как можно быть бессмертным, в то же время смертным? Ну, я вижу, да, они тут продавцы. Опа, миссион какой-то. Что за миссион? Что-то какая-то загадка, видимо. Червячки, Вормс, да, вроде как Вормс. Червячки. Коснитесь третьего источника порчи. Он, кстати, испорчен, получается, был. То есть тут как бы гоблины, что ли, испорчены? Червячки. Ну вот мы амуницию даже нашли на своего братюньку. Да, я вижу еще двоих, но у меня трое получается. Где-то троечка, да? Вот они. Вот они все тут. Ну да, ну просто смотри в магазине, чтобы не было какая-нибудь рекомендованная цена там и так далее, хоть что-то, информацию. Ну 3050 это не 1050, поэтому она на порядок дороже, она где-то... Короче, сейчас если я... То, что информацию я смотрел, 3050 что-то там, по-моему, у него шла в районе даже где-то с 1070. То есть он 1050, 1060 тестил и 1070.
И 350 где-то обгоняло даже 1070. Ну, возможно, это все дело в драйверах. Возможно. Оптимизация игры. Но он вроде как и Киберпанк показывал. Еще там какие-то проекты. Ну, типа, я к тому, что не зря она такая, это самое-то. По цене-то дороговатая. Если из 50-й серии брать. Так, Сеня и Порча, Паук. Получено достижение. На этом все. Для смертного щита ты действуешь весьма эффективно. Когда мы придем к власти, мы пощадим некоторых из вас. Будете нашими домашними питомцами. А, он еще и, смотри-ка, этот... Ого, это я в дупло смотрю. Вы когда-нибудь видели нутро дерева? Это как так у меня получилось? Камера. В дупло. Так, где-то тут вот есть кристаллы. Можно сами глянуть. Самоцвет. У меня будут такие вот красненькие и синенькие. Закупить. Ну, типа, как-то тоже они странно распределены. Один дает удар, натиск, второй удар, крит, третий, допустим, уклонение, магическое, физическое уклонение. Вот как-то вот так вот. Это свиток воскрешения, это свиток исцеления. Там, по-моему, курточка у нас на нашу барышню, где она? На Дельбов, Аморов. Да, курточка получше, чем у нас сейчас имеется. И боевая раскраска. Только я не вижу тут без каких-либо предметов. Без ставок, в общем. Так, маленький браток. Мешочек у тебя получше. Ячеечка есть. Давай-ка с ячеечкой поставим. Тут у нас курточка похуже, но с ячейкой. Магическая, физическая защита. А сколько вот это дает? Ну, типа, самоцвет я оставлю. Но чтобы 1.5 поднять, это надо какой-то... Ладно, разберемся. Короче, если самоцвет больше, чем 1.5, а он больше должен, по идее, давать. Так, старье мы продаем. Да-да-да-да-да. Не, веселые ребята. Тут у нас по свиткам, хорошо. Эликсиры. Давай все скупим, а почему бы и нет? Потому что я иногда пользуюсь этими эликсирами. И супами овощными там, и манкой. Хотя нет, мана дает и гиду. Ману я друидом устанавливаю, мне хватает. Ладно, в целом я тут выполнил на этого... На богов Аморов квест. И он сказал, когда мы придем к власти, я оставлю кого-нибудь из вас живых. Ну вообще. Ну в край просто. Вот, поищите Эльдехара в пещере подземного царства. Это тоже некий квест. Это когда мы встретились тоже в подземном мире. В ином мире, правильно сказать, с Насежей. Она сказала, где-то Эльдехара ищите. Где, честно, ему искать, я... Прям не знаю. Мыс Рога. А как тут отправиться-то? Стой. Давайте, наверное, проще сделаем. Мы сейчас полетим еще, вставим. А я предупредил, что не надо было сходить. Беги молча, надо выбираться отсюда. А мы не успели вставить. Я хотел вставить кристалл, который закупил. Почитать квесты какие-то и уже
отправляться в путь. Ну, они, кстати, под порчей находятся, эти люди. Как бы у вас... Не, пассив мне вообще не нужен. Мне надо, чтобы они как-то более или менее двигались. А через терминал РРЦ. Это что такое, Максимилиан? Я просто не знаю. Готовую сборку выгоднее брать в магазине, чем собирать. За сотку можно взять уже игровой комп на новом железе, а так за сотку только одну видеокарту. Ну слушай, ну есть какой-то, может быть, профит в этом. Опять же, кто собирает. Я, например, недоволен, как мне собрали. Я недоволен блоком питания и SSD. И я понимаю, что у меня блок питания не держит напряжение по 3 вольт или по 12 вольтовой линии. Ну, то есть SSD, который берет питание с общей материнской платы, у меня не держит блок питания. 650 ватт для 12 ядерненького не хватало. Вот. В целом, да, возможно, даже сборка где-то удобнее. Я бы даже ради Windows, наверное, взял, потому что сейчас, если брать отдельно винду, хотя все пользуются, может быть, 30 или сколько там, 90-дневной бесплатной версии. Лицензионная винда у нас, я посмотрел, 10, 11, она так как-то. Ну, читай, из сотки ты 10 только винду, можешь сказать, оплачивать. Сейчас я, ребят, минуточку даю. Куда-то пошла?
Куда? А? Это самый ужасный блок питания. Ну, зато с 2014 года работает, заметь. А мне вообще поставили кулер мастер на 650 ватт. Это аэрокула я уже снял со старого компа на 800 ватт. Как-то так. А по поводу видюх еще хотел добавить. Какую бы ты сейчас не купил видюху, она через пару лет все равно в любом случае устареет. Так что как-то так. А то и раньше, да, жена подсказывает, а то и раньше. А. Так, ну-ка, стоп. Стой, подожди. Так, так, так. У нас там некие баррикады. Я не достреливаю, что ли? Куда убьете-то? Вот так, давай. Statues. You're channeling the corrupted energy, just like the Fomorian and Furbolg statues in Ireland. Эти статуи... Да эти статуи я подойти не могу. Да. Повыше, повыше. Сейчас, друзья, сори. Ритуал завершен. Теперь эти менгиры будут защищать порчу, помогать ей осквернять все вокруг. А я-то думал, хуже уже и быть не может. И надо назад вернуться всеми. Пассив, пассив. Как пассив поставить? По-моему, как-то так. Сейчас зарегенимся. Так, есть. Так, F. F. Все отлично. Чу. Что такое? Потом объяснишь. Это как всегда, у меня кто-то погибает. Господи, ну что это такое? Кусты какие-то. Ну можно было в гору подняться.
Стоп, 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 брат. В итоге он упал. Отойди, отойди, отойди. Ты что делаешь-то? Друид, 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 братан, ну ты не... Ты как... Что она делает-то? Ты бей этого. Я не знаю, как я убил. Все мои респанулись. Я очень рад. Ну, тактика прям, откровенно говоря. Все бегут, все куда-то суются. Скорее, скорее, быстрее, быстрее. Посмотреть пещеру. Сейчас зайдем в пещеру. Нам надо как-то подрегениться. Я очень хотел между делом Дебру эту поменять. Потому что ее нельзя поставить в строй. Возможно, строй вообще из 4 состоит персонажей. Да, по поводу блока питания я уже понял. Конечно, ну что есть, то есть. Надеюсь, в скором времени я его поменяю. Так, подожди. Вот, построение из 4, все правильно. Возможно, здесь построение правой, правой, правой. Вот так вот. Так, лучник, построение. Все нормально. Ага. Давай посмотрим, что здесь у нас. В пещеру, да, зайти. Но перед пещерой, может быть, здесь какие-то есть. О. Скажем так. Артефакты. Вроде как светится. Давайте посмотрим. Это ловушки магические. А я радостно бегаю. О, ловушки, ура! Хороший взять блок питания. Ты знаешь, это самое, я не смотрю, хороший он там блок или какой-то. Я смотрю, чтобы было 800 плюс ватт, 850 желательно и выше. Самое главное, чтобы по 12 и по 3,3 вольтовой линии было больше, по-моему, там сопротивления. То есть как бы запасом там есть такое. Если более дешевый блок, то он вообще там, допустим, без запаса. А если более какой-то дорогой, при тех же ваттах или там, то там запас может составлять там 0,5 ампер по 12 вольтовой по 3,3. Как раз таки у меня, если М2 сейчас стоит в PCI-Express разъеме, то ему не хватает питания. Ну, то есть он работает, ему хватает, но он жрет. А если я вставлю
материнское платье, разъемчик, то у меня будет вырубаться при загрузке ПК и будет писать, что 12-вольтовая линия у вас просажена. Поэтому надо как-то вот в этом моменте мне немножко перед покупкой быть подкованным. Кстати, неплохой кинжал. На 7 самоцветов. Мы потом его с вами, я думаю, ставим. И есть копье на 5 самоцветов и лук на 5. Да. Физическое магическое уклонение это за счет какого-то кристалла в луке. Мастерство на 5,8 пойдет, а натиск на 2,5. Но натиск потом камнями может... А, в луке вообще... А, нет, вот, есть. Короче, ладно, это все. Так, а по курткам? Какие куртки-то я подобрал? А куртки улетели, видимо, в общий котел. В общий ящик. Виталий ему любопытствует, что такое? Какой-то, короче, как это сказать? Случайный бой, что ли, на нас напали. Так я вроде куртки поднимал, я помню. Нет? Странно. Ладно. Так, это данный кинжал. А где у нее? Вот он, кинжал, да? Снять не могу. Хорошо, давай тогда поставим сюда. Это Гераклиус поставим. Дебра. А, Дельба. Физическая защита, физическая магическая защита. Это Бират. Сопротивление. Тут у нас 2 стоят. Вот колдун тоже с 2. Так, Амергин. Ставлю тебе. У меня блок питания Big White Power. Ну, круто. Мою систему с запасом вытащит? Я сомневаюсь. Как бы серьезно. Так, а если я поставлю, допустим, вот в этот кинжал сразу самоцветов? Так, погоди, брат. А и снять-то я уже не могу. Представляете? Так, мне надо, значит, 2 и 1 на физуху. Смотри, почему я так говорю. Канал «Хороший выбор» проводил тесты. Да. И там Ryzen 2700 8-ядерный жрал 500 ватт. При видеокарте 1066 гиговая. А тут выходит так, что на 4 ядра больше, да и видюха по 2060. Какие там, блин, ему 500 ватт или 600. Ему этого не хватает. Так, братан, а неужели я не могу вытащить? Серьезно. Мне 1 камушек нужен. Я реально не могу вытащить. Да, ну ладно, ладно. Так, посох еще 2 натиска поставить. Мастерство.
Мастерство. Вот сюда один защитный, да? Так, это получается у нас... Где он? Лучник, если я ему копье поменяю, будет лучше? Ну, естественно, лучше. Все показатели лука перебил. Единственное, у него... У лука есть какая-то физомагическая защита, а у данного копья все на натиск, мастерство, крит урон. Все, брат, теперь ты у меня с копьями. Так, отправился, да? И кинжальщица. Натиск вырастет. Кинжал с кровавым камнем. Редко ветровой магический. 9,2, 21 и крит 4,2. А этот кинжал... Натиск, мастерство у него чуть упадет и крита не будет. Но чай наставлял. Какая-то делиберда. Получилось. Получается так. Вот как их, почему вытаскивать-то нельзя? Ну, типа, заменить можно, а вытащить никак. Вот, вытащил. Все, малеха разобрался, как вытаскивать. Так, копье нет. А, я ж с собой, подожди, состав-то не тот взял. Почему у меня состав-то был немного другой? Я хотел вместо этой зельбы взять волка. Волк. Вот он, волк. Есть волк. Так, по кинжалу давай посмотрим, кому там еще. Так, ты у меня пока отдыхаешь, паренек. Так, по браслетам. Амергин и Халдун. Это у меня кто? Это, по-моему, вот этот. Амергин. Лавкач. Так, Амергин. Курточка. Курточку, да, сейчас я поставлю ему. Боевая раскраска у него есть. Странно. А, два таких. Халдун. Так, подожди. В щит можно самоцвет этого, что ли, ставить? Ничего себе. Так, Амергину, в общем, нужен на снижение урона при уклонении вот такой. Что вообще какой-то камень бесполезный. И никуда не могу его поставить. Самоцвет, защита физическая. Ну, такое себе, ладно. Так. А как нам состав-то поменять? Я вот... Мне нужен, значит, первый, второй, третий, четвертый и вот этот вот волк. Волк только когти, короче, я нашел какие-то уникальные, да, в них можно самоцветы вставлять.
Так, это пустой и лук, да? Сейчас мы сделаем, друзья. Думаю, как самоцвет вытаскивать? Все тут очень просто. 2 раза клацайте вот так, и все, вытащили. Также из лука вытащили. Потом посмотрели быстренько, куда не хватает. Малыш пока мы не берем. Шлем, шлем. Доспех, маска. Так, малыша мы не берем. Амергину поставили, магическая защита. Так, тут халдун. Что там с халдун какой-то? Халдун у меня. Все. Приехали. Что за халдун-то? Халдун. Бират лучник. Халдун, это колдун мой. Халдун. Ну, конечно, такой, да. Застопорило. Мишаня. Все, вытащили. Тут наша амуниция. Тут наши кристаллы. Натиск это, видимо, сам урон, короче, да, а мастерство, владение, видимо, меткость. И Гераклиус, вот ты какой. 15, а у кого больше, чем 15 натиска? По-моему, малышу даже этого можно больше поставить. Ну, вот у волка 21, это, видимо, урон. Жесткий такой. Тут у нас с критами, да. Все, давайте по журналу отправляемся в какое-то другое, да, там, что там, поищите подземного. Это испытание. А что тогда за квест-то? На сумме у тебя 450 систем простоит, если блок питания голд, это еще запас. Нет, Максимилиан, я не про это. Там, посмотри, есть хороший выбор. Он проводил тест, сколько система жрет. Ваттов. Да, он тоже брал, я не помню, какой там блок, но он брал, по-моему, 550 ватт. И он запустил Рязаньку D700 и видеокарту 1066-гиговую. Она у него скушала все 500 ватт. При нагрузке. То есть, я не знаю, там у 2700 какой TTP, типа, но этого не хватило, 500-ника. А учитывая, да, то, что у меня нету голдовых каких-то сертификатов на блок питания, то те сборщики, которые мне поставили 600 ватт кулер мастера, он, естественно, не вывозил. А этот тем более не вывозит, потому что он 2014 года, у него нету там всяких множеств. Возможно, 600 хватит, возможно. Я не отрицаю. Но хотелось бы, конечно, все-таки с запасом там 860 ватт. Потому что видюхи 300 серии, опять же, рекомендуют 860 ватт, по-моему, блоки питания. Ну, к примеру, взять там какой-нибудь 860, по-моему, Фантекс, я посмотрел, или Фракта. Фантекс, да, Фантекс. Так, сейчас, секунду. Тиане нужна помощь. Вот, позабытая дорога. Поищите Эльдерха. Давайте поедем искать. Но опять это пещера вечности. Посмотрите пещеру, позабытая дорога. Но у нас вроде как тут квестов больше-то не подсвечиваются. Это как испытание. Вот, состав. 1, 2, 3, Дельба. Доступно. О, Рея, да. Ну, Дельба... Нет, Дельба тоже классно. Но она не может в состав ставить. Но, опять же, дает все матхилы резист. Физически, по-моему, ну, сопротивление. Ладно, я готов таким составом. RX 6900 800 жрет. Обалдеть.
800 ватт. При этом еще, да, надо это самое... какую-то запасную систему. Не, я думаю, опять же, если тебе какой-нибудь 3050-3060 систему брать, то может быть и хватит у тебя, если там голдовой, как ты говоришь, сертификат. А если что-то помощнее, ну, например, видеокарта 3090, если брать, она рекомендует там уже блок питания 850 ватт. А это учитывая, что у тебя еще процессор, надо не забывать. Сейчас, секунду, ребята. Прям прекрасно вообще можно разговориться. Спи, крошка, привет. Привет, добро пожаловать. Сейчас я прям 5 секунд. Не обязательно еще отыщите страницу журнала Эльдехара. Сейчас найду. Надо смотреть. Блин, у нас сегодня прям какое-то это самое информативно-продуктивное, да, по сборкам ПК. Не, ну а чё, есть такие, я тоже иногда залипаю на стримах, захожу, там ребята обсуждают, там какие-то тесты смотрят или проводят. Но это интересно. Так, если я возьму... Да, влазит абсолютно... нет, все равно один как бы не заходит у меня. Как ни крути, но один все равно не заходит в построение. Значит... Значит, Дельбу, возможно, интереснее содержать в команде. Стой, 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 стой. Че делаете-то? Волк всех съел. Хорош.
С личного опыта. Не, ну даже эти GeForce какие-то новые видеокарты, они там жрут по 300, по-моему, да, вольтов там или сколько-то. Хотя производители 3090 рекомендуют, к примеру, 850 ватт. Не знаю, может быть. Все что угодно сейчас может быть в наше время. Так, стоп, а можно посмотреть теперь, как... Сейчас подхилимся. Стой. А, у него нету построения. Надо выбрать ему, видимо, вид строя. Так, один кодекс я нашел. Пауки, вид строя, вот. Он не может, у него нету вид строя, а вот это вот супер вообще. То есть он как бы сам по себе, да, этот персонаж. Ух ты, какой волчара-то жесткий. Он реально, смотри, всех съедает. А вот Нефоморов нам дали некую дубину. Все, волк съел медведя 1 на 1. Молодец. Просто молодец. У нас там еще ждут бои. Ну. Поехали. А, сами обилки юзают. Вот это прикольно. По идее, да. По идее, она релизнулась 2 числа, но с переводом, я смотрю, какие-то все равно есть траблы, да? Может быть, в скором времени это пофиксится, но... Так, да. Релиз уже состоялся. Так, мне еще сколько там надо найти? Это сейчас посмотрим, этих записок. А, все нашли. Все. Осталось только выйти. Да-да, там ссылочка есть в описании. Можете пройти в Steam, ознакомиться. Отзывы у него абсолютно смешанные. Кто-то пишет, может быть, не очень положительно, кто-то пишет, что игра достойна. Но это все-таки RPG, как бы, проект, поэтому тут уж всем не угодишь. Не, я так подумал для себя, если вообще по поводу блоков питания, я возьму, наверное, 1000 ватт какой-нибудь, хотя бы бронзовый сертификат, и, ну, вот с этими показаниями, чтобы было с запасом по 12,3 вольта питания, короче, в общем, по этим линиям, чтобы был запас, и я думаю, все будет нормально у нас. А этому блоку питания, хоть он и Aerocool, как бы там его не знаю, неположительно отзывались, надо дать должное, с 2014 года работает блок питания.
и работает. Да, не такой мощный, не такой шустрый, там, может быть, где-то не хватает под новый процесс, но он все-таки работает, он до сих пор меня радует в этом плане. У меня 2000 ватт. Не, слушай, я смотрел последний раз в DNS, когда Моник брал, вот в январе месяце, но Моник я брал в моем видео, а там DNS был. Там блок питания, по-моему, 1000 ватт. Там был Deepcool 850 ватт. Как раз у меня это стоит Assassin, как он там, башня на процессор охлаждает, неплохая воздушка. Вот, и Deepcool 800, по-моему, 850. И какой-то там был 1000 ватт по цене десятка. Вот, как-то так. Сертификат я не помню, не смотрел. Ну, Deepcool, типа, я почему удивился, Deepcool десятка, 800 ватт, и какой-то фирму тоже. Вообще, Seasonic, по-моему, как топовский считается. А почему построение не пошло? Ладно. Получено достижение Eternal. Что-то там. Так, смотрим, что это такое. А где задание-то? Что произошло? Ну, мы зачистили. Поищите Эльдехара в пещере. Слуга Эльдехар пал жертвой порчи. Его уже не спасти. Вообще огонь. Вот это мы пришли с вами. Голова Гаргона, тебе не нужна помощь с неприятной тайной. Так, по поводу друида я попозже. Я не знаю пока, где это, как там. Нет, я знаю, где это, как, но я не понимаю, как там пройти с этим испытанием. Пещера. Главный вопрос мы отвечаем, что это эхо, какому-то там духу. Потом повторяем эхо. Он нам открывает проход, мы деремся. И сзади нас появляется... То есть есть проход некий, который, в принципе, пустой, мы не можем зайти. Но сзади есть кристаллы, и там какие-то войска. Вот как туда попасть, я просто не знаю. Серьезно. А ты мне завтра будешь стримить, а то, что если возможность, то можно Одиссея, я бы тебе помог с подсказками. Ну, подсказки, друзья, подсказками, ну, конечно, без спойлеров. По поводу завтра, я рассчитываю на выходные стримы. Вообще каждый день как-то сейчас стараюсь стримить не по два, по два что-то как-то утомительно, серьезно. Один, но типа 5-часовой, до 5 часов, вот так вот поднял планку. Вот, если сейчас жена вроде как сдала тест, мы все поправились, вроде отрицательные теперь пошли тесты, карантин отсидели. Если завтра у нас никаких планов, то буду стримить в выходные. Если будут какие-то планы, ну, значит, придется подождать. А так, да, Одиссея в планах прохождения. Falling Good скоро, я думаю, тоже закончим. Good to see you again. О, снова ты, чем могу? Здесь навыки распределить. Нет, да. По поводу навыков нам пока не надо. Come back if you change your mind. Так, а что если мы состав поменяем? Какой у меня состав? Не, волк мне понравился. Друид не нужен, лучник нужен. А что если мы разбойницу поменяем? Не, разбойница построения супер. Почему у этого нет вида строя у волка? Я не понял. Даже у этого малыша нету, гоблина. Максимилиан, да я бы не против, но, видишь, все-таки семья, и есть семья, и там как бы... Дела-то тоже нужны. Так, поговори с Дианой. Итак, мы можем отправиться в пещеру... это пещера вечности. Пока, подожди, брат. Я пока оставлю пещеру вечности. Тут, по-моему, надо с Вороном поговорить. Получить награду. Утерянное сокровище. Получить награду. Получить награду. Любопытство на сеже. Получить награду. Ритуал первого отказа. Халдун, моя дорогая подруга. Пусть мне и не понять твои... Так, это, короче, испытание за колдуна. Прошу тебя, поторопись ему.
Так, мне сообщили, что он заболел, его жизнь подходит к концу. Он беспрестанно говорит о тебе. У него еще найдется что-то там научить. Короче, это на колдуна. То есть на каждого персонажа мы выполняем еще и какие-то побочные, да, квесты. Тиане нужна помощь. Поговори в таверне с Тианой. Вот я не знаю, где это Тиана. Это, возможно, та локация, где мы ее вообще встретили. Сейчас отправимся. Так, чем серьезнее ваши раны, тем меньше урона вы получаете. Хорошо, давай. Мне это нравится. И тем не менее, 6 уровень уже. Так, я ему, по-моему, телосложение все, да, качал. Да, давай берем. Так, разбойница. Разбойница, посмотрим. Ловкость 32, полоска до упора, но до сих пор, по-моему, это не кап. Вы наносите так рядом противнику урон, ослепляете их. Вы поражаете противника пучком шипастой волшебной пыли. Вы делаете перекат в другое место. Так, кто у меня там еще? Волк. Рев, повергая находящихся противников в ужас, поглощает всю ярость. Прыжок, давай прыжок. Я вообще им не играл, не знаю, как он там. У него сила. Давай, все в силу. Стойкость. Стойкий волк. Так, кто у меня там еще? Друид. Скорость восстановления, эффективность навыков. Давай эффективность навыков. А по навыкам что у тебя? Число атак максимум. Так, когда вы применяете одно заклинание с другим, ваше мастерство увеличится, эффект суммируется. Тогда придется нам оленя взять. Также лучник может применять тоже животных, управлять. Так, у лучника ловкость и шанс крит удара. Неплохо, 57%, тем не менее. Так, колдуна я не беру, давай Дельбу. Дельбу телосложение, интеллект и воля. Типа скорость восстановления, эффективность и жизнь. Так, здесь у нас метеорит швыряете, здесь у нас из земли появляются лозы, обездвиживающие противников вокруг вас. В течение короткого времени вы игнорируете удар, который иначе стал бы смертельным. Также весь наносимый вами урон. Как-то придется на все навыки брать вообще. Давай, гладиатор. Наш. Так, это колдун. Колдуна у нас интеллект. Сосредотачиваясь и сохраняя неподвижность, вы восполняете ману. Ну, кстати, это важно. Волшебникам какую-либо навык с маной связаны. Вы используете магию, чтобы оказаться рядом с друзьями. Привет, друзья. О, это наш гоблин. Так, ну поехали дальше, ребята. Что-то как-то надо выполнять. Я думаю, вот здесь вот Бригантия. Вот где она может тут быть? Здесь мы нашли гоблина одного. Здесь мы волка с вами приручали. Дом Амергина. Попробуем в королевские земли. Где-то таверна может быть. Именно таверна. Тут я не был, получается. Ведь так? Да, тут не был.
Дом Амергина — это у нас целитель. Великий рынок, дом Ита, древний маяк. Так, и что у нас тут на рынке должно быть? Да, и тут диалоги тоже не переведены. Тут где-то можно посмотреть гоблина, чтобы были спрятаны. Может быть, выполним этот квест. Друзья эти мелкие, зелененькие. Так, в продажу. Куда еще? Дом Ита. Давай зайдем. Что-то все пусто. Нормально, тут рыбка, там курочка, свининка. Фига себе живут, а? У людей раньше холодильников не было, да? Поспать. Ну, пока что я тут ничего не нашел. В общем, я так полагаю, что дочь этого короля, который пришел здесь к власти, дочка его недовольна и хочет с нами встретиться. Но таверна, где находится, придется побегать по Бригантии, поискать эту таверну. И она до нас какие-то донесет тайны, может быть. Как вариант. По-любому за деревом кто-то сидит. Нет? Нет. Сейчас посмотрим, мы куда вышли-то. Вон, дом Амергина, великий рынок. Сейчас мы, подожди, давай тогда по маяку. Так, одноручный меч. Натиск у нее неплохой. Мастерство у нее минусовое. Тога громила. Некий шлем. А чё у меня такая курточка-то слабая? Ты глянь, тут курточка посерьезнее есть, магическая защита. Тут даже шлем посерьезней. Ладно, это потом вытащим. Не, кольцо у меня шикарное, мне кажется. Физ, маг, защита, снижение урона при уклонении, сопротивление земле. Дядь гладиатор, тебе не надо ничего? А у гладиатора даже без всяких камней и то лучше. Сопротивление воде, земле, ладно. Приоделись, пойдем на маяк теперь.
Братан, с вами можно поговорить? Так, ну это наша у лучника, этот земелья. Что-то тут вообще все пусто. Подземный житель. Из нового мира. Вот это боец, вот это нормально. Шлемы и все. Самое главное, голова, да, спрятана. Где ваш, где рынок? Где купить, продать-то? А, немножко сзади, да? Это, по-моему, переход на следующую просто локацию. Ну да, все правильно. Это переход на следующую локацию, но только я хотела в дом друида зайти. Может, какие-то там воспоминания нахлынут? Или шмотки именные нам. Подожди, давай вернемся. В дом друида. О, дом Амергина, он вообще у нас позади. Нет, стой. Я все правильно побежал. Вот он, дом Амергина, пошли. Что он нам расскажет? Небольшая локация. Ну это круг магических камней, я все вспомнил. Мы отсюда на королевские земли, в принципе, перебирались, телепортировались, и он нас перенес. Да, все, я вспомнил. Что это за дом? Вот его избушка. Ага. Фух, и немного разбираемся. Хотя бы чисто территории такие понятливые становятся. А то в ППХ там на начальных сценах туда беги, сюда беги, там чего, куда, кого. Где-то там рынок, там какой-то портал. Так, теперь давай посмотрим по рынку. О, роща испытаний, основная карта, арена клинков, глава Гаргона. Вот она, глава Гаргона. Где мы должны встретиться? Мыс Рога. Ставерны в Тиане. Вот, глава Гаргона. Все правильно, локация. Ту-туру-ту-туру-ту-ту-ту. Есть что-то купить? Это у нас топоры. Они какие-то без ячеек все оружие, да, состоят, но... Щиты снаряжения. Да, все без ячеек. Так.
Это на Дельбу, короче, какая-то татуха. Фамора довольно-таки неплоха, с 2 ячейками, да? Также доспех. Но Дельбу у меня пока нету с собой. Вот этот лук я продам. Мечишка оставлю. Здесь этот тоже надо все поутаскивать. Купить ничего тут интересного я не вижу. Можно с кристаллами там поиграться, зайти купить. Где Дельба сама? Вот она. У меня тут обычное снаряжение, держи. О, теперь тебя можно как-то и кристаллами напичкать. Тут кристалл, тут сопротивление в воде. Физическая защита. То есть это кольцо, которое дает 10%, что ли? Нет, просто 5. Обычно. Короче, это продать, это продать, это продать, это продать. Давай, братан. Это продать, это продать, это продать. Это продать. Отсюда надо поутаскивать. Так. Молот тоже это продать. Хорошо. Так, а... Кто там? Опа, кто-то в дереве был. Сейчас. А то я настолько знающий человек английского языка, что пользуюсь переводчиком. Сейчас, одну секунду. Прочитаем, что это за 3 дерева кольца, что ли, of rings. Rings — это кольцо. Дерево приношения. Вчера повесил ожерелье на старое дерево на рынке, чтобы попросить Беленоса защитить моих маленьких Фредна и Балду и избавить их от лихорадки. Использовал 2 золотых кольца, чтобы направить свою солнечную энергию и кусок угля, чтобы огонь уничтожил болезнь. Не дай им потерпеть неудачу, старый дуб, и вознеси молитву богам и моим предкам. Фрея проницательница какая-то. О, как. Такое какое-то событие. Свиток Фирболка. Нет, свитки пока что. Ну, в целом-то ими надо пользоваться, но там так бой происходит, что какие свитки, там построение бы заюзать. Так, здесь мне надо вытащить, а вот по поводу... А тут уже, кстати, самоцветы на X3 идут по 55, то есть они тут немного дороже. То есть, типа, имеет смысл их, наверное, закупить. Там, по-моему, по 30 я их покупал. Ладно. Это снаряжение. Мой инвентарь полон. Вот закупился. Но мы сейчас отправим сундук. Потом найдем на нашем корабле кузнеца и все посмотрим. Ну, 3, возможно, это количество. Либо, возможно, 3 это... может быть, не количество, а качество. Типа, но как вариант, возможно, это количество вообще в инвентаре. Ну, типа, 5 штук таких. Тут, если в цифрах было бы написано, попонятней. Повышающее мастерство, и все.
к примеру, самоцвет, повышающий сопротивляемость физическому урону. А насколько? Вообще супер. Я не знаю, что сейчас это было. No found, что-то такое. Все дома наконец. Все, Михась, мое поздравление. С отдыхом тебе. Как игра. Игра пока играем, Мих. Пока что-то пытаюсь тут выяснить. Коринфийский шлем громила. Значит, X3 это получается не количество, это качество X3. Да, потому что тут тогда уже получается 4 шлема. А это у нас коринфийский шлем бойца авангарда. Но они опять обычные. Да, также маска. У кого у нас маска есть? К примеру, колдун. Нужна доработка все такие. Да, есть небольшие недочеты, согласен. Как ни крути. Кольца обычные. Так, ну хорошо, хотя бы на волка я купил получше. Раскрас. Ему бы вот это вот юбку купить, или как у него, что это? Сейчас, стоп, мы найдем. Вот она, есть. А потом с какими-либо гнездами еще. Денег тут вроде как хватает. Мих, возможно, это все только начало, и дальше будет пожестче. Годила. Брей, моя любовь, мое сердце, мой soulmate, что-то там. Тианос, армия. Не успел, что-то забрала, что ли? Короче, барышня кого-то потеряла. Думбрига. Мы поможем тебе, наверное. Я только разберусь, если в квесте будет. Написано. Можно я сначала до главы Гаргона дойду? А потом с этими квестами. Короче, забрали кого-то, видимо, из дома в какую-то то ли армия, то ли служить, то ли просто какие-то солдаты. О! Гоблина нашел. Представляете, одна маска была видна. Ну, гоблинов можно, по идее, найти. Взять квест, и там написано, в каких локациях, сколько их обитают. И разыскивать. Да, но мы сейчас, подожди, давай мы до головы Гаргона все-таки дойдем. Роща испытания. По-моему, в роще испытания мы с вами точно были. Так, где тут у них? Где-то сзади вход. Нет, не сзади. Отнюдь. Арена клинков.
Я в прошлом стриме смотрел, как это называется игра. На чем они это... Шотландский это музыкальный инструмент. Я опять забыл. Вот так вот. Дырявая моя голова. Так, а где наша дочь некого самопровозглашенного короля? Yes? What do you want? Да, что тебе нужно? У тебя озабоченный вид, все в порядке. Ты изучал движение войск? Похоже, что обстановка слегка накаляется. I've got a war to... Мне нужно воевать, а у меня пропадают солдаты. Я не могу отправить никого на поиски первого патруля, поэтому торчу тут в ожидании. Мои руки связаны. My hands tied. I've already offered. Я уже предложил свои дважды. For the last... Последний раз повторяю, Брик, хватит. И прекращай фамильярности. Называй меня генералом. me as commander. Then act. Это веди себя как генерал. Еще раз откажешься от моей помощи, и я отправлюсь на поиски разведчиков сама, наплевав на твое благословление. Мы могли бы помочь тебе с поиском отряда, если у тебя нет солдат. There's another Видишь, hand. тут есть еще руки, которые не прочь поработать. Send any more soldiers. Я больше не могу посылать солдат. Мы не знаем, с чем имеем дело. No, И until не узнаем, пока не поймем, что с ними случилось. Я пойду с ними, и если мы не вернемся, что ж, я хотя бы не буду больше тебя донимать. your ear anymore. Fine. Ладно, я отмечу на карте, где исчезли наши солдаты, и не рискуй понапрасну, Брик. Necessary Осмотри участок, затем вернись и доложи. Я не хочу потерять и тебя. report back. I can't lose you too. Куда ты отправил этих разведчиков, какую территорию они исследовали? Мы найдем твоих разведчиков, где их видели последний раз. The scouts were sent to the Разведчики отправились в северные леса. Мы получили сообщение, что там замечено вражеское войско. Еще ходили слухи о нападении животных. to the area. Так что я выслал патруль. Я опасаюсь, что отец, возможно, маскирует свои передвижения в диких лесах, но мне нужна уверенность. Received. Те несколько докладов, которые мы получили, были странными. Мы найдем твоих разведчиков. Давай спросим, в каком смысле странные. Have wolves. В лесах водятся волки, медведи, вот. Но никто из них не нападает на отряд солдат. Я боюсь, им встретилось нечто иное. Nothing solved by plan. Рассуждений нам новостей не принесут, давайте пойдем и выясним. And report back. И доложим тебе, разумеется. Watch yourself, Brick. Береги себя, Брик. Я не хочу терять других людей, даже тебя. Even you. Нам медведи нужны по квесту, там что-то. Брик присоединяется к группе. А кто нам нужен, воин или страж? Ну, я бы страж взял. Воин у меня есть, и я особо не пользуюсь. У тебя на команду армии кельтов в данный момент претендует на трон Бригантия. Она не слишком рвется на трон, она предпочла бы до конца своих дней оставаться главнокомандующей, однако искренне верит, что остальные кандидаты еще хуже. Несмотря на молодость, ей около 25, Тиана широко известна своей мудростью и зрелости, в отличие от законного наследника престола принца Лугейна. Тиана практична и предпочитает делать все по правилам, если это возможно. Она не разделяет страсть к театральщине, присущей ее отцу Тарлоку. Он вдохновляет сторонников картинами ужасов, хотя на личным примером. Другими словами, ее знает как человека слово и дело. Но она типа, когда ее отец самопровозгласился на трон, то как-то она смотрела не очень довольна на него. А Лугейн с матушкой, да, все до сих пор в лесах. Ой, Лугейн, по-моему, да. Так, воин-ветеран в поисках новых приключений. За плечами Брика осталось года командования войсками в армии короля Ита. Однако время осесть на месте, пока еще не пришло что-то впереди, ожидает целый мир. На поле боя Брик поистине нет равных, а в жизни мало кому удалось сохранить такой неистребимый оптимизм. Согласно убеждениям, Брик нужно всегда делать что-то, что должно, если это возможно. А если невозможно, что ж, тогда отправляюсь. Так, это я понял. Тут патруль какой-то, да, пропал у нее. Вот, стена щитов, да, я хотел бы... Ну, это потом я попробую, возможно. У нас еще один танк появился.
Тут у нас порог, получаем урон. Хорошо. 24 навыка. Да все в телосложение. Танк, значит танк. Ну, по-моему, тут нету вообще какого-то капа, да? Смотри, 32 прибавил. Как-то без проблем. Тут 32. Хотя 32, может быть, и есть кап. Ну, посмотрим. Посмотрим. Так, с кем тут еще можно поговорить? Может, с вами? Какую-то похлебку варит. Гордон что-то... Спасибо. Не извиняюсь. А что-то кальтия. Бу... Ресерч. Что-то поиск, маркет. Ничего не понятно, но очень интересно. Ладно. Мы поможем. Мы, если что, да, как всегда, мы на страже порядка. Forgive me, but did you speak to... Прошу прощения, но ведь вы общались с генералом Тиана, она ничего не сказала о пропавших солдатах. Судя по твоему лицу, у тебя какой-то... У тебя там кто-то близкий? My son? Да, Эрдин, мой сын, служит под командой Тиана. Он едва-едва дорос до того, чтобы держать копье. Я боюсь, что он потерялся, его ранили. Или случилось Might be wounded, еще что похуже. lost, or worse. They were due back sometime. Его отряд должен был давно вернуться, но от них до сих пор нет вестей. Ты ведь собираешься на поиски? Скажешь мне, если найдешь. Если я встречу, то передам, что ты его ищешь. Спасибо, это очень добрый поступок. Сейчас такие времена, Would spare- что мало кто готов помочь старику. You'll know Ed. У меня на поясе висит небольшой амулет из зеленого чернополоха, серебряная застежка. Он должен был With a suit. приносить удачу, но... I thought it might bring him luck, but Я скажу тебе, если найду его. Надеюсь, он ее принес и ему, и другим солдатам. you... Типа он дал ему амулет, который приносил удачу. Сына еще найти. В отряде этих пропавших солдат. Ну, вроде как тут больше делать нечего, да? Какая-то яма жертвенная или что-то при подношении. Монетка нам нужна. Туру-ту. Ну слушай, да, допустим, вот вроде как бы казалось только с переводом тут немножко, да, подделать. А так в целом-то все играбельно, все понятно. Перевод был бы типа тип-топ, можно было посмотреть, что такое натиск, мастерство. Но я предполагаю, это натиск урона, мастерство это точность ваша на попадание. Типа у топора очень большой натиск, но мастерства не хватает, но, видимо, большой урон всегда менее точным бывает. Ну, если это не криты, я имею в виду, если это типа меч, либо топор. А так в целом-то все понятно. Так, поищите отряд, но пробуем. Как бы есть мир, где гражданская война, кто-то там на трон, не на трон, есть какие-то боги, некие, которым мы либо помогаем, либо деремся с ними. Ну, хотя вот, да, вначале тоже непонятно, почему на нас напал какой-то один из богов, это в виде волка, когда мы шли ему делать подношение. Что ему надо, я не знаю, было от нас. Ну, просто вот захотелось ему напасть. В общем, да, Бригантина идет с нами. Получается.
новый персонаж. Лучника, может быть, не брать пока что с собой. Как вариант. Друид нам по-любому нужен. Это наш отхил. И Дельбу, возможно, Фомору взять. Либо оборотни. Но мне Рея понравилась. Она довольно-таки прям отхиливается, агрессивно действует. Прям супер. Давай таким составом пойдем. Судьбоносное, что там? Что-то судьбоносное. Это, видимо, один из солдат. Прошу, мы не хотим зла. Мы пришли из Минобора. Издалека наши посевы погибли. Отчасти из-за вредителя, отчасти от невезения. Partly a fault. Беженец. I know your land. Мы не знакомы. Ваши земли вам и раньше приходилось нелегко. А что ваш лорд? Доран? Неужели глава клана? Is away. Доран уехал, а кладовые с самого начала были пустоваты. Suffer as we Многим пришлось несладко, как и нам. А те, у кого еще есть еда, те стали легкой мишенью для бандитов, все голодают. Doran gives no protection. Неужели Доран вас not for us to что-то бросил? Не, нам его судить. Наш лорд хочет добра, однако его земли обширны, и его внимание требуется повсюду. Его не хватает на наши бедствия. Такое никому не под силу. It is the duty. Это долг вашего вождя, я знаю, я милашку Дорана. Smiling. Душа у него и впрямь добрая, да только воля His will is short. подслеповата. No Ни один тан не должен быть сыт, пока его люди голодают. Вот тебе немного еды и береги себя в дороге. and take care on the road. Доброе. thank you for your kindness. Спасибо за доброту. The first time. Не впервые я слышу о том, каков из Дорана вождь. Улыбаться он гораст, но The teeth. глянь подальше его оскала. Не человек, а саранча. Надеюсь, мы с ним не встретимся. Ему же лучше будет. For his sake. Сейчас, ребят, что-то я пойду. Блин, вот вроде как это самое. Сидишь, разговариваешь нормально, как только чуть немного в нос скапливаются, мягко говоря, соплей, то все, блин, начинается кашель. Сейчас, ваше позволение.
Сейчас, ребят, продолжим. Нос закапал, все нормально. Вроде бы дышится. Так, продолжаем. Там некий отряд у нас, да, стоит перед нами. Так, а можно ли... Подожди. Раз. Нет. F. Раз. Два. А, сюда все равно только трое садятся почему-то. А здесь раз, два. А тут четверо садятся. Ладно, что ж, пойдем. Лейтенант. Так, то есть генерал Тиана прочесывает леса по просто на удачу. Хотя вы больше похожи на крестьян, чем на солдат. More like peasants and soldiers. Oh, great. Нам только этих проблем не хватало. We don't need. Yet И все же вы себе нашли. У нас приказ убивать всех предателей, что нам встретится на пути. Ах, они предатели, что ли? Мы не служили этому генералу, о котором ты говоришь. Как видишь, мы не под чьим знаменем, мы просто путешественники. Так, зря вы не рассредоточили. У нас нет времени. Любой, кто обнажит оружие, начиная с командира. Так, давай скажем, что мы путешественники. What are you doing? Что вы делаете? Конечно, мы... Look like Tiana. Командир, они не похожи на солдат Тиана. Посмотрите, как они одеты. hold your tongue. Придержи язык, если вы здесь не по приказу Тиана, тогда вы сюда как попали-то? Что, охота уже запрещена? Мы простые граждане, держим путь в столицу. Спасибо вам, что вы охраните наш покой на дорогах. Sir, Командир, do have у all нас и правда приказ следить за дорогами и охранять покой граждан. Very well. Очень хорошо, тогда идите. Well, discretion. Я, конечно, ценю осторожность превыше чести, но я бы не стал так отбрасывать имя Тианы. Я лучше умру под ее командой из-за нее. Die under her command. And in her name. Что-то какая-то грустная. Ну типа, а зачем нам драка, если можно дипломатией решить? Можем, конечно, сейчас на них нарваться, наверное. Но они как бы нас не трогают. И мы их не трогаем. Так, это следующий аванпост, да? Один прошли, теперь следующий. Ну тут уже посерьезнее, тут медведи. Кого там уже сбили? Так, он оленя призвался, нормально. Бэкстеп? Вроде нормально. Олень такой. Одного мы по-любому теряем. Как ни крути. Ну, то есть, если, допустим, вот этого использовать, ну, тут только трое. Если, допустим, тут четверо. Тут, допустим, ну-ка, раз, два, три. Вот тут 4. Можно за друида поиграть. Тут строй призывает. Сейчас разберемся. Кого там строй призывает. Так, некие 2 дороги.
А это не тот самый сын с амулетом? Poor unlucky lad. Бедняга, он вряд ли это сын того старика. Man's boy. Poor unlucky lad. I don't. Он вряд ли это сын того старика. Найди пропавших солдат. Мне кажется, те на дороге, может быть, люди, которые убили патруль и оделись в форму данных солдат. Как знать. Строй создает область, периодически исцеляющих союзников и призывающих каменных стражей. Ну да, попробуем. Так, строй с помощью магии хватает и душит противника. Строй бросает выбранную область валун, находящийся урон всем противникам. Строй призывает каменных стражей, создает область, периодически стреляющий союзника, обездвиживающий противников. Ну, в целом интересно. Себе в помощь кого-либо. Призывать. Такая земля, типа, подпорченная. Еще, по-моему, у мага. Там не голем, как там что-то, нечто другое. Тоже какой-то строй, построение, да, там. Можно будет посмотреть. В дальнейшем потестить. Что из себя это представляет. Давай возьму свиток воскрешения, наверное. Свиток исцеления. Вот так вот поставлю. В бою авось пригодится. И чего за тормоза-то? Ух ты. Ух ты, подтормозило, конечно. Подтормозил, так подтормозило. Непонятно по какой причине. Вроде тут ничего такого нету сверхъестественного. Optimization. Ну как так-то? У меня маны нету или что? Просто волк всех скушал. Да, меня почему-то маны не хватило. Именно у голема. Но это была засада, очевидно. Так, еще какой-то там у нас
противник лежит. Another fallen soldier. Еще один погибший. Но это не тот, кого мы ищем. Ну? Да не пойму я, как его атаковать-то? Еще оленя. Вопрос, а как ману восполнять моему построению? У него нет маны ведь. Может быть, какие-то либо зелья. Хотя бы такие, что ли. А есть еще какие-либо? Эликсиры уклонения, мастерства, очищение нейтрализует. Дает и гиду. Ну-ка. Нет. С построениями тут все как-то... Хорошо, давай хотя бы здесь тут накопление ярости. Друид пока подождет. Топор на 3 ячейки, натиск, мастерство. Ну да, о чем я говорил. Натиск неплохой. Причем, по-моему, 3-го уровня, да, там как-то считается. Угу. Тут одно, тут на 2 ячейки. А вот на 3 ячейки даже есть. А тут только на одну. Да. То есть топоришка-то поинтереснее выглядит. И мечишка поинтереснее. Натиск побольше. 3 гравировки. 14, 17 урона больше. Мастерства. То есть меч поточнее, топор посильнее. Угу. Угу. Будем пробовать. Не, волк вообще шикарный, прям ест. Так, зелье гида, зелье гида. А, это пещерка. Оскверненная еще. Как бы тут не заблудиться в этой пещере? Так, а если я, допустим, F раз, 2, вот так вот, а остальные будут драться, тоже можно, да, попробовать? Как бы мы ни пошли, в конце нас ожидает, по-моему, босс. Можем по одной стороне пройти, потом по другой.
Все, всех съели. Вперед! Просто волк всех покусал с оленем. Ого. Ого. Так, друзья, вы бы не торопились. Что-то у меня все вперед аж бегут. О, There's the charm the old амулет подходит под описание. Видимо, это и есть Эрдин. Жалко. damn shame. Пропавший солдат, да? Поговори с отцом. Так, а там что? Другая дорога? Или что это там такое-то? Так, где мои бойцы-то? Подтягивайтесь. Посмотрим, что здесь. Медведи, медведи нам нужны. Обязательно. Я не помню, сколько там, но нам нужны эти шкуры. Медвежьи, волчьи есть, медвежьи остались. Золотишко. Физмаг защита. Два танка, интересно. Все дают ауру. Да, Катюнь, что-то. Почему? Не надо. Я понимаю. Не надо, Кать. Ну, серьезно. Два танка, хотел сказать, с ауры неплохо. Раз юзанули, короче, всех прям пам-пам-пам. Так, давай немножко подхила. У нас кофеечек есть? Делаешь кофеечек? Катюнь. Не, могу сам, если тебе сложно. Ну а что сделаешь-то? Так, посмотрим, что у нас. Здесь у нас меч. Так. Когти. Маску какую-то нашел, да? Тут у нас обычная, и больше мы ничего не поставим. Сопротивление воздуху. Но я не знаю, что там еще за босс по поводу.
Воздух или чему там ставить. Так, здесь у нас какие? Здесь у нас есть шлем. Да, кстати, я же покупал. Он получше, да, смотрится. И с ячейкой, и вообще в целом. Есть курточка, которая вот 3-го грейда получается. Она повыше. Курточку одели. Так, они две одинаковые, да. Это на продажу. Так, есть некий кинжал с 5 ячейками. У меня с 3. Миссинг, стирлинг, что-то. Короче, это для миссии, что ли? Но у нее точность хорошая. Но тут нет, опять же, крита. А тут есть крит. В данном кинжале. Так, друида нету. Здесь что мы можем одеть? У нее простой, да? Давай тебе воздух оденем. Щиток. Щиток тоже есть. Щиток у нас с самоцветом. Хорошо. Шлем простой. Тут уже шлем есть с самоцветом. Давай поставим. Курточка также есть с самоцветом уже вставленная. По оружию. По оружию простой, да, мечишка такой. Типа я хотел себе вот этот меч забрать. Ей можно топор поставить вот так вот на урон. Не понял. Этот топор лучше, что ли? Натиск. Десять и 5. Нет, 17,5 получается, а этот тоже 17,5 дает. Да. Они оба одинаковые, просто у одного 2 ячейки, у второго 3. Я понял. По мечу будет мастерство лучше владения. Спасибо, Катя. Такс. Здесь также натиск урона будет больше, да, у меча. Все остальное меньше. Все, это мы потом посмотрим уже. По журналу. Так, поговорите. Эдрин не выжил, поговорите. Патруль отправлен. Так, вернулся и узнать, что случилось. Пойдем узнавать. Так, ну может быть все-таки F. Раз, два, три. Да, у нас есть мана. Все хорошо, значит, будем, может быть, друидом драться. Tarlok's main druid. Тристан, главный друид Тарлока. Разве твоя видящая не прикончила мерзавца? Ну, типа, виновник. Кто кого, короче, бьет. Это он руты раскинул, я понял. Ну мы быстро, однако, его развалили. Поговорите с отцом. Значит, надо будет первым талантом пользоваться, потому что руты как-то... И это пошел возмездие. Переброска. Так, секунду. Тут вытаскивать нам пока что и не надо, да? Тут у нас все пусто. Можно я тебе продам?
Так, капицо нормально. Так, это мы продаем, это продаем. Этот мы продаем. Продаем. Копье продаем. Это пока оставляем. Это продаем. Свиток волка какой-то взяли. Теперь, да, я хотел бы сейчас прикинуть, что мне нужно конкретно для моего бойца. Вот этот меч, да, дает у нас... Этот больше урона дает? Нет, этот больше урона. Значит, это можно продавать. Этот больше урона, в отличие вот от этого. Да. А отсюда вытащить кристаллы. Все, супер. Ой, я не тот продал, короче. Какой же я невнимательный. Я не тот меч продал. Нет, все правильно, я тот продал. Я его поставил себе. Поставил себе. Так, пойдем. Снаряга. Снаряга. Так, где мой? Вот он, меч. Самоцветов не взял. Я могу. Самоцветы. Так, сюда, 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 сюда. Тут у нас вроде все нормально. Здесь у нас еще лучший доспех. Самоцвет вытащить надо. Копье. Копье, по-моему, такой же. Маска. Так, здесь у нас как на Дельбу. Дельба есть. Гераклиус есть. Колдун есть. Вот по кинжалам. 5 штук. А, ну тут больше по защите, а тут больше по криту. Так, кинжал, значит, тоже скидываем. Короче, из доспеха достать только камень, который ни на ком не одет. И сейчас мы скинем, да, я избавлюсь от всего. Вот, есть. Так, доспех скидываем. А, копию еще. Копию скидываем, кинжал скидываем. Ай ты. Так, что я там? Воскрешение из... Так, исцеление давай уберем тогда с тобой. Вот сюда еще кристаллик. Смотрим, Дельба. Так, а сначала наш основной персонаж. Самоцвет, взрыв стихии, вода, вода, земля. Взрыв стихии, физическая вода. Магические, физически, наверное, да, нам надо. Вот он, натиск. Это у нас чисто урон. И можем мастерство поднять еще. Хорошо. Так, Дельба. Магический, магический, физический. Мастерство, крит, урон. Натиск есть у нас. Вот так вот пойдет. Так, физически и магически нам нужна защита на щит. Вот, хорошо.
Так, Амергин. Рея. Так, это Брик у нас. У нее что, мало мастерства, да? Прибавим. Мастерство, крит урон. И физически мага. Вода, вода, вода. Магический, взрыв стихий. Тип водный, магический урон. Нейтральный, типа физический. Ага. Так, немного уже не понимаю, да? Ветровой, магический у нее. Опять Дельба у нас. Физ, маг, защита. Уклонение. Давай магическую. Это Дельба. Физ, маг. И физ, защита. Так, малыш пока подождет. Брик. Вероятность уклонения, уклонение, уклонение. Уклонение, физическая защита. Физ, физ, физ. Пойдет. Так, Амергин есть, туника есть. А чё у меня она? Это Мал. Халдун. Халдун у нас... Колдун. Ну, как-то так вроде поставил. А там посмотрим. Вроде неплохо, да? Опять же, эти кристаллы можно куда-то... Они какие-то разного также грейда, как и броня. То есть первого, второго, третьего ранга. Надо смотреть, вот. Неплохо так бустанулись. Но могло быть и лучше. Получается, тут урона дофига. Точность немножко слабоватая. 17 и 12 в топоре. Ну-ка, 17 и 12 топор, но, к примеру, меч. Ну, а у меча получается более сбалансировано, да, от топора. У гладиатора 12... Что-то у него двуручник, а такой слабый. Ну да, тут, наверное, это как она? Инкрустация нужна этих камней, каких-то более лучших. Так, а тут сортировка есть? А вот по уровню. То есть x3, x3, x3. Потом единички, видимо, идут. А двоечки разве нету? В чем отличие этого и этого? Хотя этот ниже. Или вот этого? У всех по одной звездочке. Ну ладно, ладно. Так, идем тогда дальше, да. Беседовать. И тут мы со всеми беседовали. Там что-то появилось новое. Внизу сейчас в каюте посмотрим. Какой-то у меня тут плотник. А, вот, получить награду. Тиана, наследница трона. Получили награду. Оскверненный Кавен. Мне нужна помощь в срочном крайнем деликатном деле. Приходи ко мне в иной мир, я все объясню. Я понял, берем. Так, это на друида. Это мы потом. Давай спустимся вниз. Что там появилось в каюте капитана? Ну, это колдун. Королева из Скотта прислала ворона. Она говорит, что мой старый мастер при смерти. Когда я приехал в эту страну, в мой второй приемный дом, мастер Галвин взял меня под крыло и показал мне что-то там. Он очень мне дорог, мне так хотелось бы попрощаться. Я знаю, что очень много прошу, учитывая, в какую опасность мы все сейчас, но если мы сможем туда отправиться, я буду счастлив навестить его. Конечно. Мы отплываем немедленно. Нет, мы подождем. Вот это Рэй сидит, кушает. Вот это приятного аппетита. Я тут
ввязалось кое-что, нужно довести до конца, может занять много времени, или, быть может, мы больше не встретимся. В любом случае, всем будет только лучше, если тебе вообще не наплевать. Что такое? Well, Ну ты же знаешь, что я всю жизнь охочусь на всяких монстров, в основном успешно. mostly successfully. But there was В одном из них до сих пор всегда удавалось скользнуть, неважно, put in it. сколько раз я It's important его ткнула клинком, сколько стрел this в time. него садило. И очень важно, чтобы в этот раз он не ушел. А кто? То есть это чудовище? I've heard До меня дошли слухи, возможно. Их донесли против своей воли упрямые друиды, которые скорее обоссутся, чем слово проронят. target of mine. Это моя старинная дичь обосновалась в лесу Дамбрига. It's a nasty Дрянная штука, скажу я тебе. a demon. Это демон. I know it's there. Я знаю, что он там, и я собираюсь сделать все, чтобы этот лес стал его могилой. Что ж, мы отплываем. Eager. And I hope you brought a Да, я надеюсь, у меня есть лопата либо для меня, либо для демона. Надеюсь, все же для него. Ускользнувшая дичь. Ну, в общем-то, надо брать мага, это самое, разбойницу, и помочь им все-таки как-никак. Но первым делом мы с вами пойдем поговорим с этим, как его, с парнишкой, сейчас я журнал, с отцом парня. Где он есть-то? Что-то по медведям мы так и не выбрались из этого квеста. На сеже. Так. Вот. Надо рассказать ее отцу. Так, карта. Бригантия. По-моему, Великий рынок. Там отец находится. Brig, it's you. Брик, это ты? Colin, Колин, как ты здесь оказался? Я думал, ты все еще служишь Бейлу в его цитадели. wait. Нарастает что-то, когда Брик замечает. А, это только на вид страшно. Она мне все равно не слишком пригождалась. Anyway, Ты прям оптимист, если для тебя потеря руки повод для шутки. I was one of the Что случилось? Мне еще повезло. thieves. Мы преследовали воров по приказу Дарана. Их было несколько больше, чем следовало. И в итоге они поймали нас, отыграли нам As за это. friend, Что ж до руки, видишь ли, hungry enough. они так хотели жрать, что, знаешь, я как-нибудь потом расскажу. A tale for another time. Хорошо. Serious. Не может быть, а твои люди? What of your men? The others, Остальные назад не вернулись. Мы называем это удача. Почти все вокруг подыхают с голода, и у нас не хватает солдат, чтобы патрулировать фермы и границы укреплений. to patrol the farms and the perimeters. The end of it. Конец рассказа прост. Теперь и такой страж, как я, Дарану даром не сдался. But you Но ты, Брик, если захочешь предложить were the Тану свой меч, ты сможешь все изменить, и не успеешь зайти, things around. не успеет зайти солнце. Ты отбросишь обратно бандитов, проклятие, Даран. Даже, возможно, к тебе прислушаются. And Doran might even listen to you. Что, предлагает на трон сесть? Не прислушивается, Даран никогда не слушает советов. Yes, I would have И тем не менее, я полагала, что Даран захочет защитить своих людей, свою землю. to keep them. Пусть даже только для того, чтобы сохранить их верность, но, похоже, я ошибалась. Где мне его искать? Where can he be found? Doran, Даран на дороге, он редко бывает в цитадели, а без него там команда не перешло without his к его duties заместителю to his sick, Торстену, хотя, по правде сказать, его сложно... in truth, Torsten is more the По правде сказать, уже сложно сказать, что-то кто кого. Торстен жестокий человек, однако он не способен действовать без указки Дарана, поэтому нам приходится ждать вести это от Тана, we need. вместо того, чтобы... Chieftain who is absent. Тан, который где-то шляется, пока еще люди воюют за него. Возможно, мне надо найти Дарана и потолковать с ним. Давно уж пора. Is clearly long Короче, you. какой-то, капитан там что-то... Что ж, если ты настроен решительно, ищи его в Миноборе. Я бы и сам туда отправился, но теперь от меня толку мало. Целители говорят, есть шанс, There's a chance. что я, по крайней мере, смогу обрабатывать землю, но I'll seek Doran. я разыщу Дарана. Так, вон этот отец. Any word of my У тебя есть новости?
Этот амулет Эрдина, он пал в бою, мне очень жаль. Эрдин и других солдат убили. Эрдина убили, но мы отыскали тех, кто это сделал, и они за все ответили. Я этого и боялся. Но теперь я хотя бы знаю, что с ним случилось. Спасибо. At least now I know. Thank you for telling me. As for his charm, Что ж, да, амулет, возьми его. Может, он тебе послужит лучше, чем ему. will serve you better than it did him. На память о нем. Надеюсь, не хотелось бы мне Мы будем носить его с честью. Thank you, Спасибо тебе еще раз. Теперь я, по крайней мере, знаю, что случилось. Erdin's fate. Получили достижение. I father soon. Что-то там. Или сан. Сан, по-моему. Что за амулет-то хоть? К сожалению, Эдрин не выжил. Так, это мы рассказали. Серьезно? А где амулет-то? Правда, пока не вижу какого-то либо амулета. Попробую поговорить с этой Тианой, или как она там. Нет, она с нами диалоги его не ведет. Что-то заплутал, Мишаня заплутал. Так, тогда дальше пойдем. Мало обнаружил обиталище своего заклятого врага демона, за которым он находится уже много лет. Это хорошо. Насежа — это в иной мир. Тут я что-то не знаю, какой-то квест подхватил. Навести мастера Галвина. Галвин — старый учитель Халдун. Это по поводу мага, да? Умирает. Проводите ее к нему, пока еще не поздно. Давай. Сад Галвина, да, вот это вот. Это на друида, я помню, пещера вечности. Я так и не разобрался, как там. Так, нам кто нужен? Нам маг точно нужен, да? Нам нужен с вами сразу для следующего квеста это разбойница. Друид по-любому. Рея, дочь Луга. Ну, если я друида не возьму, мне вообще восстанавливаться будет неким, да? Давай все-таки. Брик мне тоже нужна. Давай, ладно, вот так вот сделаем. Here we are. Вот мы на месте, как я выгляжу. Конечно, отлично, но что еще за дурь? He's on his death. Он на смертном одре, а ему все равно почти. Let us keep going. Двигаемся дальше. Несмотря на то, что он сказал, что может противиться смерти, я подозреваю, что он наконец встретил в ее лице достойного чего-то там. Why he wanted to see me? Интересно, зачем ему понадобилось меня звать? Я полагала, что он уж захочет умереть без зрителей. Как-то странно. А тут нету этих парней-гоблинов маленьких? У них как-то странно такие маски выглядят. То есть, может, сам невидимо он стоять, только видно одну маску в воздухе. Ладно, пока не вижу. Дом мастера Галвина. Master? Мастер?
Oh, who else, student? Кто же еще? Ученица. И я смотрю, ты даже не подумал одеться подобающе для похорон или хотя бы платье выстирать. Вон на подоле морщинка. Позорище. Master. Мастер, вы не выглядите больным, зато у вас на лице тоже есть морщины. И столько, что лицо ваше с трудом видно. Under all of them. Когда мы увиделись в последний раз, их точно не было. Oh, as Дерзко, как обычно, вижу. Чем я провинился, чтобы получить тебя в ученице, до сих пор понять не могу. You said Вы говорили, что я вас до смерти доведу. thought Мастер, я вас всегда думала, что no other. она придет лишь тогда что-то. I'm Так и есть, я просто хотел, чтобы ты при ней присутствовала. Уже недолго осталось. now. Master. Мастер, Drop the pretense. оставь уже церемонию, зови меня Галвин. Galvin. Галвин, You think I would? ты думала, я буду ждать смерти? Нет, я просто дожидался тебя. Я увидел на горизонте твой корабль, приказал всем приготовить. And I made Вот кубок с приглашением на танец смерти. Я ее пригласил. There holds death's invitation, and death has been invited. Poison. Опасно. Яд, ну почему? What if I'm not ready? А что, если я не готова тебя отпустить? You could always Если у тебя будет приступ меланхолии, ты всегда можешь меня поднять. be the right. Но не уверен, что тебе это сильно поможет. Take Помоги мне принять яд, прошу тебя. Последняя услуга старику. one last gesture to an old man. Я не знаю, что делать. To do. Ну как так-то? Да пускай сам травится, если ему надо. Я вот тоже так думаю. Что за бред-то? Как там выбрать-то? Прости меня, мастер Галвин, я не могу. Ты так много для меня сделал. Я не могу сделать это Done для so тебя. much for me, and I can't give this to you. That's all right, mate. Это ничего, дорогая. Просто подержи меня за руку. Hold my hand. See, Видишь, ничего сложного. По крайней мере, для тебя. for you, anyway. I admit, Khaldun, Признаю, Халдун, only for sentiment. что это не просто дать сентиментальности. Дань, я хочу преподать тебе последний урок выбора для тебя. Ты слышала про жезл мертвых? You know of the rod of the dead. Yes, Да, он давно утерян, но... but I drank Я упил яду, дьявол. Тебя подери, дай закончить. Он не утерян. Вот твой последний урок. Мой мастер тоже мне его преподал. final lesson Увы, я не сумел им воспользоваться. Может, ты сумеешь? was for my master, for me. Yet I could not take it, perhaps you could. It lies in the depth Он покоится в глубине пещер, ты знаешь каких. Там, где мы упражнялись в некромантии. of necromancy. There, Там тебе придется преодолеть коридоры испытаний, и в конце ты встретишься с той же загадкой, что и я. you will face the same, Той, что о жизни и смерти. the one of life and death. For me, it is Для меня победила смерть. Я с этим смирился. Для тебя, возможно, будет иначе. Ты гораздо могущественнее, чем я, когда-то are far не было. powerful than I ever was. Когда бы то ни было. I will seek it Я out. буду искать мастер, но яд ведь наверняка есть способ. Surely there is a way. Khaldun, Халдун, ты всегда была дерзкой. Сейчас уже слишком поздно, и мы оба это понимаем. excellent, Мы могли бы на корабль взять его. late now, and we both know it. Да. My insolence. Моя дерзость, ты хорошо учил меня, мастер. Я благодарна тебе, и да будет твой путь к воротам смерти тих и спокоен. Troubled one. Типа, ничего себе у них там воспитание, я скажу вам. Вроде руки, ноги есть. To make sure my Мне нужно задержаться на минутку. Проверь, что одеяние мастера правильно уложено и достаточно сбилось у подола, чтобы на его призраке оно казалось что-то, ну, в общем, нормально одетый был, да? Отправляйтесь в темные леса. well, Что ж, вот и все. Впереди меня ждет жезл где-то там. somewhere. Жаль, что мастер не дал мне даже карты, но That, деталям он всегда пренебрегал. that one.
Those statues there. Эти статуи, их поверхность отмечена старым знаком. Раньше мне ничего подобного не попадалось. Типа, блин, да, испытание. Я к тому, что он ходит, все нормально, но... Бах, короче, да, я выпью яду. Что, блин? Ладно. Выстрели так, на умение атака количество накапливаемой ярости на время увеличивается. Щитом сбивая его с ног, поваливая на землю, поглощает всю ярость. Учить нам все равно в любом случае надо все навыки, поэтому мы качаем, даже не задумываясь. Ну, тут у нас интеллект, воля. Так, руна земли. Так, рядом с ней противники, периодический урон. Взрывается, как к ней приближаются противники. Нет, вот это вот... периодический урон. А, вид строя у нее... Да, я типа конклав взял у друида, а у нее... То есть у друида я взял этого голема, а здесь конклав. Вот я его еще не пробовал. Хотелось бы посмотреть, что он из себя представляет. Так, разбойница. Шипастые бомбы. Что-то одно очко навыка и все. А что это так разбойницы дали мало? У всех типа по 3. Не, я понимаю, что у нее тут возможно кап 35. Так, это хикса. Извиняюсь. Ваше мастерство увеличивается. Вот. Это важно. Вот тоже очки параметров последние. То есть какая-то тут закономерность есть в этих прокачках. То есть если у вас 35 кап, то по одному дает. То есть вы капа достигли. А если вы еще капа не достигли, типа по 2 там, ну, как-то идете вровень. Или тут определенное количество очков. Ну, допустим, 35, сила, телосложение 10, 45, восприятие, воля 55, 61 очко. Возможно, тут таким образом это распределяется. Это максимальное количество. 61. А если, допустим, я друида возьму, у него есть 61? 20, 20, 18, 58. Да, у него тоже 61. Да, у него 61 уже. Здесь 45, 50. Подожди. 10, 20, 55, 60. Тут тоже 61. 40. Тут 61. Здесь 3 по 6, 18. Как тут, блин, посчитать-то? 11, 17, 20. Тут тоже 61. Двадцать, 46, 53 и 8. И тут 61. У всех 61 очко. При этом тут с уровнем дали один перк. Тут, по-моему, один перк, а у остальных там по 2, по 3. Ну, короче, по ходу дела это максимальный уровень. И максимум очков вы можете распределить. Это 61. Я так это понял. Посмотрим. Так, а где у нас есть опыт-то? Если будет накапливаться опыт, посмотрим, что там будет дальше.
Может быть, я вообще ошибаюсь в корне и... Так, здесь у нас голем будет. Я хотел бы колдуна посмотреть. Ух ты, ё-моё. Строй пускать магический заряд. Ага. Потом узнаем. Все, големы бьют башни. А я-то можно ударю? Принял. Там как-то вне фокуса. Невозможно тут пройти. А маскировка. Коралловая боевая раскраска. Так, что это за раскраска? И что такое цифра 6? 6 уровня, редкая. Эпическая. И защита... Ну, она лучшая, я уже вижу определенно. Даже, к примеру, вот здесь, если вот поставить данный колдун, колдуньи, да? Снижение урона при уклонении. Ну-ка, дай-ка я приценю. Тебе вот эту надо ставить, брат. Отсюда вытаскивать кристаллики. Короче, надо ее кому-то поставить. Она по-любому поинтересней. Что-то цифра 6. По уровню. Да, она получается самая высокая. Возможно, это правда уровни. Надо бы немножко подрегениться. И вперед. А, я хотел посмотреть, что по магу. Давайте, да, по магу. Что это такое за тоже построение некое? An ambush. Ой-ой-ой. Так. Ух ты. Довольно-таки интересно. Вау. Ну, скажу так, продуктивно, типа, дерется, ну, типа, блин, сплэш-урон такой неплохой. It seems we must cross the bridge. Похоже, мы должны пересечь мост.
Но маловато типа по ХП. Да, я думаю, вы согласитесь. Посмотрим, что в плане магии. Ну, типа, будет ли у нее заканчиваться, как у друида? Потому что у друида на локацию мана заканчивается, он не может уже призывать своих големов. Я не знаю, по какой причине. Может быть, там, типа, надо как-то заправиться, отдохнуть. Посмотрим, как будет у нее на этом фоне. Так, тут что у нас? Какой-то лутец. Ну, чисто боевой такой маг. Да, еще такой момент, что когда выбираешь какую-то способность построения, они будут постоянно ее использовать. Просто как бы активируешь ее, и все, они используют в указанной области или там указанные, ну, обилку. Вперед к развалинам. Подозреваю, что это не последнее нападение. Давай такой вот вид, наверное, применим. Тут бы я, наверное, все-таки использовал вот этот вот построение. Вон там развалина. И враги перекрывают дорогу. Файл error, друзья. Что-то файл error у нас выполз. Но мы недавно сохранялись. Надеюсь, что сейчас все будет нормально. Блин, 7-й уровень уже достигли. There! The ruins, and more foes block our path. Stand fast. Хорош, ребята. Сейчас я еще... Дали блинк какой. Просто блинк прожал, это пэшнулось. Нормально. Щиток тоже интересный. Вроде, если посмотреть, то немного посильнее моего. Ну, да. Учитывая, что здесь один самоцвет, тут можно 2, и по натиску мастерству уже щит превосходит. Еще ставим отсюда кристалл, и будет норма. Также шлем нашли поинтересней. Хотя, что в нем интересно, он такой же. Вот, держи. А по поводу щита, я думаю, поставим вот так. Поставим вот так. Да, это все потом вытащим. Не понял. Как-то непонятно. Смотрю, вроде здесь ячейки есть, а потом бах, а там ячеек нету. Так, я готов. Those creatures.
С любопытством. Эти создания от... As did those Блин, как там прочитать-то паузу? choose. Знаков должно быть, они водятся в тех руинах. Какие шипастые руины. These ruins. Те развалины, у них такой вид, будто их вырезали из самой скалы. Ничего себе размах. Посмотри туда, могила. There. И 3 портала. Давай-ка расследуем. 3 portals. Let us investigate. Давай расследуем, давай. Самое главное, чтобы нас не как на испытаниях друида куда там завело, и я не могу понять там, где пройти. Все как бы очевидно, но пройти негде. Может быть есть, но я не нашел. Так, друзья, да, сейчас пару минут с вашего позволения, пока позалипайте, музычку послушайте, я пойду немножко подышу. Чаек, кофеек и продолжим. Так, пройди испытание воздаяние, откровение, размышления. Оп, двинулись. Так, я хотел бы друида, да, сначала взять. Может быть, и дадут посох, когда пройдем. There is a rune inscribed. Перед каждым порталом начертана руна, а что они дремлют. Подозреваю, что для пробуждения нам нужно пройти через каждый из них. Так, зафиксировал. Пойдем в размышления пока. Левую возьмем. Where are we? Где же мы? А, это мы? It's us. Where are you? Где вы, спрашиваете? Ну что же, вы с нами? И чем больше будет вас, тем больше станет нас. Why, you are with us. And the more you have brought, the more of us there are. А вас нас, вас издаст. Не понял. Получено достижение. У нас получилось. Я не думал, что это будет так нервно, но... Prove as disturbing as it was, but Нервно?
Мы типа самих себя убили. Ну, наша копия. Так, ну давай посмотрим, может быть. Неужели тут пусто? Ну, прям-таки, да, пусто. We have returned. Мы вернулись. Посмотри, руна над порталом загорелась. Похоже, наши усилия принесли плоды. Efforts have borne fruit. Так, теперь какое тогда? Давай посмотрим, что скрыто в других порталах, и пробудем остальные руны. Давай, наверное. Зал откровения. Давай вправо теперь. Where are we now? Теперь мы где? И что это такое? Кто-то зовет. Someone crying out. На помощь, помоги, прошу вас, я в ловушке. Whatever reason Не знаю, что привело ее сюда, но мы не можем оставить ее в беде. Ну, я согласен, давай поможем. Скидыщ. it has moved. Есть. Спасибо, идиоты. Чудовище, это был обман. It was a trick. Какая удивительная учиха. Да, как только руты я призываю, немного подлагивает. Кто-то у нас упал. A victory. Победа. Похоже, жалость заманила нас в ловушку. Ну что же, самоотверженность и помощь ближним оказалась ошибкой. Cannot be. I'm unsure of the lesson being imparted, but we must press on. We should return to the central. Не знаю, какой урок имелся в виду. Че, опять по лоту пусто, да? Кажись, да. Да, вот это вот не вывозит, не знаю, у меня система, что ли. Когда из рутов уходишь. То есть, когда руты кидаешь, выходишь из этого построения. A second rune is lit. Вторая руна зажглась, великолепно. Ну и давай последнюю. No telling what this portal holds. Неизвестно, что лежит за этим порталом. Бери, что даешь. Galvin. Что за... Галвин, это же ты. Kaldu, О, Халдон, ты добралась. Готов присоединиться к смерти к своему мастеру? join your master in death. А может, не надо? Particularly? I am what he Я тот, кем он был, стал. Это идеальное воплощение, если бы он не был привязан к другим смертным, так зациклен на живущих. У него могла бы быть моя мощь. Но он был слаб. had my power, but he was weak. Are you? Сильнее ли ты? Да, проверим.
doing? Do you want us to die? Что ты делаешь? Что ты хочешь нашей смерти? Нам нужно продолжать. Постой, он, похоже, останавливается, исчезает. Not attack? Very well. Мы все еще не атакуем очень хорошо. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Да, попробуй столько хп теперь за регень, да? Так, третья руна зажглась. Что-то возьми жезл. Ну, пойдем. Что там за некий жезл такой? That is the last of the runes. Это последний рун, но, похоже, мы пробудили что-то еще. We have awakened something else. Ну, здрасте. Кто там еще-то? That's Это призрак. Он держит жезл мертвых. Я слышал о нем от своего мастера, но увидеть воочию see it. It is это твоя награда, и его сила принадлежит тебе. Тебе осталось лишь присвоить ее. yours. All that is left is to make that power yours. Такая змея там. Возьми жезл, колдун. The Жезл, он мой. It's mine. It's Его сила — это не описуемо. It is the power Это сила жизни и смерти, заточенная в металл, связана с твоей волей. Ты можешь забрать много жизней, и жезл тебе поможет. Его сила твоя. to your will. Many lives can you take, and the rod will assist you. Мощь. Its power, Теперь у нас колдун мощный. the rod, Жезл нашел новую хозяйку. Моя задача выполнена. my task is done. I thank you for Спасибо your тебе за доверие. А теперь жезл. for the rod. And the rod. И жезл, мы его забрали. Спасибо тебе за помощь. Сама бы я бы не смогла его Could not получить. have claimed it on my own. You Благодарю тебя за то, что мне не пришлось идти в развалины одной. Я знала, что там будет опасно, но не понимал, насколько. how dangerous it would be. Still, Но все же я благодарна. Так, это мы уже читали. and with the rod recovered, Нет. Теперь, когда я владею жезлом, возможно, я смогу лучше разобраться в этой кельтской кутерьме. Ты слышала предупреждение насчет жезла? Думаю, он опасен. nonsense. Чепуха. Жезл мертвых просто инструмент, не более. В руках менее In the hands of a less, искушенного волшебника он мог бы it might prove представлять опасность, но в моих руках он безопасен, не never беспокойся. fear. I wish you would place more trust in me. Как жаль, что мне так доверять. Я отнюдь не вчера начала практиковать магию. Королевский двор доверяет You could мне не follow просто their так. example. Тебе поучиться что-то. Ну ладно, я не против. Нравится жезл, таскай его, ради бога, лишь бы он приносил пользу. Да, хоть посмотрю, что за жезл такой. Ну, жезл мертвых, да, ну он. Неприятно скользким и теплым на ощупь. Возможно, доступ к его полному потенциалу раскроется потом, а пока еще слишком рано. Пока еще слишком рано. Мне бы теперь боевая раскраска на колдун и на посохе снять камни. Так, боевая раскраска снимаем. И посох. А где тот старый посох-то? Нет, это не тот посох. Так, ну ладно. Взрыв стихий нейтральный, магический.
Стой, ничего не понимаю. Так, Байл щит. Вот, у меня шлем и щит. 2 кристалла. Можно вытащить? Вот он, щит. Лук доброты. Кинжал, щит. Шлем. Что это такое? Что? А кто тебе дал? А? Познакомьтесь, это кабан. Дикий кабан-полтинник. А это это Лила и Стич. Хорош. Че, завтра у тебя поездка предстоит, да? Все, красавчик. Красавчик. А, тут руна натиска нужна, друзья. Торможу. Так, брик. Брик, так. Лёш, прикрой дверь, пожалуйста, Лёш. Бират. Давай тоже сюда поставим, наверное, Бирату. Так, это брик-шлем, это колдун, да? Защиту мы поставили. Так, стоп, где у меня брик? Брик стоит. Тут все поставил, да? Значит, вот эти некие 2 можно продавать. Здесь кинжал. И кинжал, я думаю, норм. Это значит продаем. Что там по боевой раскраске? Может быть, ему тоже раскраску боевую поменять? Где она есть-то? Вот она. Вот так вот. Да, я хотел бы продать вот этот, потом щит, так, жезл. Вот эти можно оставить, возможно. Так, можно по уровню, да? Так, взять кристальчики какие-то. Это натиск. Неплохое, кстати, было испытание. По крайней мере, в плане этого оружия. Крит урон, натиск. Натиск это урон. А тут так. Давай урона прибавим. Сейчас посмотрим, где у нас еще пустые ячейки имеются. Ух ты, какой маленький-то критастый будет, а? Мастерство. Все мастерство. Так, малышу мы что-нибудь поставим? Поставим.
Все, всем хватило, все хватило, а остальное скидываем и дальше шуруем по квестам. Остальное что скидываем? Мне только свитки продать эти. Я ими по большому счету не пользуюсь, а купить. Восполнять много ярости, маны и энергии в зависимости от персонажа. Хорошо. И тем не менее, так, у нас тут тоже 7-й опыт копится, самое главное. Так, по наукам. У нас лучник, вы можете приручать, берем. 3 очка навыка дали. Че-то он теперь с пумой. Вероятность уклонения, типа шанс крита. Но я все равно не добью, наверное, шанс крита до максимума. Опять сейчас до 61 очка наберется, и все, максимум. Раз, два, три. Дельба. Игнорирует удары. Давай берем. Бросок, захват. Шанс крита, телосложение. Вот подожди, вот у него 7-й. Сейчас сколько у него очков? Если там 61, 36, 41, 53, 57, 61, да, вот все равно добирается. И тут типа уровень, но прибавить ничего не могу. 47, 53, 8. То 61 у него кап уже. Вот как-то так. Шанс крита берем. Ну, по сути, еще по уровню, как бы так, да, предположительно должно. Так, по медведям я что-то не пойму. Хантер, охота на медведей, я понимаю, на пораженных и пауков, арахнидов этих. Так, здесь нам мало, да, нужно отведите Малу в затерянный лес, чтобы она выследила там своего демона. Пойдем посмотрим, что это за демон. Малу, да, отвести? Но у нас, в принципе, с вами нормальный сетап. У нас как раз-таки состав группы есть. Так, брик нам тоже, наверное, пригодится. Да, давай так и оставим пока. Идет все нормально. Следующее испытание нашего разбойницы. So here we are. Что ж, мы на месте, демон здесь, я его чую, но еще кое-что тут чувствуется. This place feels. Звучит как личная обида. Что у тебя за дела с этим? Нам нужно знать... Так, что у тебя за дела с демоном? Before, I meant Ну, раньше я вроде говорила, что мой золотой глаз возлюбленного. Но я не рассказал, как мы расстались, поэтому я здесь. here. Понимаешь, он тоже был охотник на монстров. Расписывал это дело как самое героическое в мире. Жизнь полна приключений и славы. Горы золота на каждом шагу. Steady coin and lots of it. And the company at night. И потом... и по ночам было неплохо вдвоем. А потом я его потеряла. Пойдем дальше. Ладно, хватит языком трепать. Давай наточим зубы на демона. Вот я тоже так думаю. Так, мне, наверное, нужно... Вот, голем. Ну да, голем от количества ваших персонажей, то есть построение от количества ваших персонажей максимум 4, выглядит куда мощнее. Во-первых, больше, во-вторых, возможно, сильнее.
Это у нас задание какое-то, что ли, высветилось? Да. Обитает где-то в затерянном лесу, найди его, убей. Что-то не море, сила, догонт ит, что-то такое. Может быть, некий какой-то ключ силовой. А по карте как показано? Пещеру духов. Я, по идее, должен сюда приближаться. Looks like this place is Похоже, это место тоже коснулось порчи. Вот счастье. Направо. Почему все время одни волки? Главное, не медведей. Братан, мы будем с тобой драться? О. Вот это нормальный удар. Получено достижение. Хорошо, спасибо. the demon's close. Демон близко, я чувствую запах серы, приготовиться. Стой, а я там-то не подрался? Блин, что сразу с демоном драться? Ну давай, ладно. А, вот, раз ману восполнили. Хорошо. Стой, 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 не то я. Все, отлично. А вот они, мишки. Пойдем посмотрим, может быть, демон как раз-таки вот здесь вот на поляне. Охотница идет, причем знакомая. А может, ты и есть ее возлюбленный? Remember me, arsehole. Помнишь меня, подонок? Я помню дух охотников. Ни одного. Я помню одну выжившую слабую
окровавленную, что стала молчаливой свидетельницей смерти второго от моей руки. Died at my hand. You sulphurous Ах ты, серьезно, сукин сын, в этот раз мы готовы к встрече, и ты об нас зубы обломаешь. Не то, что прочие свои жертвы. victim. Жертвы? Нет, я не приношу свою добычу жертву. Я дарю их душам освобождения, и честь служить мне даже после смерти. И тебя ждет та же участь. The honor of serving me even past death, as you will. Right, enough of this Ладно, хватит сраться, время умирать. Not yet. Не сейчас, но я тебя отыщу. Find you. Ну как так-то? Ну, мужик, ну мы ж к тебе в лес пришли. А ну вернись сюда быстро, подонок, я с тобой не закончила. Здорово, просто, мать твоя, лучше некуда. fucking great. Ругается. Может, друид нам поможет? Сомневаюсь, Порч так выкрутил этот лес, что он Forest so чуть не узлом завязался. twisted. Still, the И druid все же друид говорит, что у леса есть хранитель. Может, если мы его найдем и уговорим нам помочь, он покажет, как нам добраться до демона. Мост там или нет. demon, bridge or no. I say we find И за то, чтобы найти его и уговорить. Блин, клево. В общем, я так полагаю, демон из робкого десятка оказался. И быстренько убежал от нас. Не, ну а если судить по карте, ну, это типа некий диалог. Нам, я думаю, что надо какой-нибудь... Мы отсюда, если пришли, то в пещеру духов, видимо. Интересно, я своих-то так не луплю. Брат, ты у меня будешь драться-то? О. Крепкий братюня. Да, что ты на нее переключаешься-то? Подожди. Стойку приняли. Подожди, что-то плюх-плюх-плюх, я не понял юмора. Да, она неплохо так, смотри. Бах-бах и нету. Вот и все, она будет теперь юзать, да, непосредственно. Ну да.
Пошла мана. Хорошо, давай не будем. Друид. Какие-то противники серьезные. Это у нас туника застрельщика мудреца. Угу. Что-то, походу, сам себе олекать не могу. Одиночным скиллом. Так, пока он регенится, там восстанавливается. Что это такое? Так, а она колдуна. А, у нее там вообще по 2 вставлено, по 2 этих эффекта, да? Тут то же самое. Маску такую же я снял. Обычное кольцо. Только сопротивление земле. Ну, понял. Короче, обычные штуки. Отыщите древнего духа. Дух древний. Пещера духов. Значит, сюда нам, правильно. Но сейчас влево не будем заворачивать саму пещеру. Там немножко дальше есть какой-то закоулок. Тоже сбегаем. Кто тут? Непонятно кто, но кто-то был. Волки. Вот просто как наяву, ничего не видно. Вот если есть такой туман, тут ты ничего не видишь, так и здесь. Так, пещера духов, идем. Ага, кажется, мы нашли нашего хранителя леса. Михалыч покусанный. О, ну похоже-то. Порч никого не обходит стороной, а? Пора спасти себе Мишку. Спасти Мишку? Пойдем попробуем. Михалыч, мы к тебе с добром.
We killed it. Мы его убили. Я не хотел, но теперь нам мне поможет, или... Maybe it can. This golden socket of mine. Мой золотой глаз может нам помочь. От этого древнего духа тоже сохранился его глаз. И через него смотрим в прошлое. Я чувствую все. Легкий ветерок, что трогает листву, стебли травы, что колышется в лесной чаще, блики солнца на ветвях. The sun on the tree Я чувствую все. and the demon. И демона. Он выиграл время. Но мы можем его достать не сейчас. Давай вернемся к сломанному мосту. Let us get back to the broken bridge. Then we'll make a new one. Тогда мы сделаем новый. Да? Так даже. А чё, у Михалыча тут нету вкусняшек? Тут столько прям пещер. Мост установлен. Отправляйтесь за демоном. Фига себе. А кто ж его починил-то? Духи леса? Да, зачем-то мне это построение? Мне вот эти построения нормальные сейчас. Чё, как вам в целом-то игра, ребят? Наскучило, да, небось уже? Или как, нормально смотрится? Правда, по сюжету мы пока не движемся, что-то помогаем спутникам. Но тем не менее, прокачиваемся хотя бы. Да, к мосту, к мосту. А где же он установлен-то? I'll reach deep down. Проникая глубоко, погружаемый разом почву, подобно рукам, перебивает каждую лозу, Have them all intertwined. каждую ветвь, заставляет их переплестись, создавая для нас новый мост, чтобы перепройти. It's done. Готово. Нам нужно торопиться. Не знаю, как долго продержится мост. Ух ты, маги природы. Какой восторг. Я начинаю понимать, почему у друидов все время так психуете. What a rush! I'm beginning to see why you druids get so hot and bothered. No time to lose. Не стоит терять время. Если этому демону удастся сбежать. And look, И знай, что демон, он не сдохнет просто not going to die. от того, что мы Stab it. его потыкаем There's a special. предметами. Нужен особый ритуал, чтобы успокоить его наверняка. We need to weaken him first. I'm not making the same mistake I did last time, and I'm not losing anyone else. Нужен будет особый, так это я читал. And who knows if he's brought his asshole servants whose souls he's И stolen. кто знает, может он создает своих паршивых слуг с украденными душами. Он знает, что мы близко. Ну, знает и знает. Мы же с вами тоже не из робкого десятка. So, you Что ж ты пришла, и с тобой око древнего духа. Похоже, что ты стараешься для меня, убивая силу этого леса. Я должен тебя поблагодарить. forest for me. I should thank you. Did you pause? Ты хотя бы задумалась, прежде чем убивать создание? Неужели ему и впрямь нельзя было помочь? Или ты просто кинулась на него и обратила его в орудие? And make of it a tool. We've had enough of Ты you. нас до печенок достал мешок серого дерьма. Серного. Сегодня ты сдохнешь и не получишь больше ни одной сраной души только через мой труп. Nah,
О, ведь и души служат мне. Все, кого я забрал, нынче принадлежат мне и исполняют мою волю, и я забрал столь многих. Имя мне легион. Taken so many. A legion, in fact. Uh-oh. Ага. Блин, а что-то ошибки вышибает. Опять fail, error. Серьезно, что ли? Может, ее там делают игру, поэтому ошибает? Круто, я сохранялся. Ох, ладно, ладно, не страшно. Второй раз ошибку за стрим. А как так-то? Подожди, я ж перед боем сохранился. Я ж помню, что я сохранялся. No time to lose. If that demon manages to escape. And look, this demon, it's not going to die just because we stab it repeatedly. There's a special ritual that'll be its gravestone. But we need to weaken him first. Что это за новое такое? Like I did last time. And I'm not losing anyone else to it. And who knows if he's brought his asshole servants whose souls he's stolen. Какой-то некий крестик теперь появился. Desperate. Ну ладно, ладно. Возможно, да, там что-то дорабатывают. Ну вот, сохранился сейчас, вот крутится справа. Сохранение, все, пошли. So, you follow Все, мы слышали тебя. of the ancient spirit. It seems you murder the powers of this forest for me. I should thank you. Опа! Ребятки. Ну да, смотри, я перезагрузился, и какая-то анимация немножко другая стала. Походу, действительно, разработчики делают. Секунд перезарядка. Серьезно, что ли? Обалденно, блин. Ничего не понял, но очень интересно. Но они стойко стоят. Фига себе. Ну-ка. Ой. Ой-ой-ой, прячем мы это дело. Пьем лекарство. У нас заколбасили, я так скажу. Это вообще не так работает. Ладно. Так, загрузиться. Где у нас игра? В общем, друидом можно было бы подраться. Но вообще там, наверное, все-таки нужен больше
по магии и... И что самое интересное, то что You F не работает. and you bear the eye. Ну то есть вот сейчас, стоп. Ну стоп. F, раз, два. Вот, поехали вот так вот. Она вообще-то хоть тут работает, нет? Дядь друид, помогай. Можно обойти кого-то, вот этих колдунов побить? Вообще, на самом деле, надо не колдунов бить, а вот этих лучников. Они лечатся, не понял. Супер. У кого-то профит-то есть? Объясните, кто их лечит. Вот он. Все, я его нашел. Вот кого надо дубасить. Он их просто тупо лекает. А мне надо в тройка держаться между вот этими вот тремя. В общем, ищем демона, ассистим демона. So you follow and you bear. Ладно, давай не это. Вперед, пошел. Ну, подожди-то, ну, ты можешь его бить? Да просто бей его. Ну, просто бей. Вот. Всеми бойцами. Ассист. Нафиг. Как так-то, блин? Так, тут где-то доспех. Так, банки. Сюда. Напитки всякие. Похлебки. Сейчас, братан, мы с тобой так затащим. Это что-то как-то непонятно. Это вообще трындец непонятно. Маг вообще какой-то, этот тотем, он не... Я не знаю, давай попробуем с этой. So you follow and you bear the. Он их всех лечит просто. Подъем. Ассист. Всеми можно ассист? В одного. Работаем.
Олени там, все дела там. В одного. Ну, в одного ассистите-то. Заассистили второго. Блин, еще бодиблочит вот это вот. Давай, 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 давай. Мы должны его делать. Смысла, короче, нету в этом. Знаете, почему смысла нет? Он призывает. А реально бодиблочит, я вам хочу сказать. Прям бежишь, и такие бодиблоки, оно типа пройти нельзя, там, туда-сюда, там. So, you follow, and you... Вот оно, ну. То есть надо бить самого демона. Друида надо отводить. Отводить, отводить, отводить друида. Да не дадут они отвести. Тупая фигня, которая не может направиться на этого демона, и бегают все, как будто не хотят его, чтобы бить. Просто можно демона, блин, бить. Вот его взять в ассисты, всем колбасить. Нет, у меня что-то... Какой-то прям все куда-то разбегаются. Попытка номер 2. So, you follow, and... Ну чё ж такое-то-то? Ну, и чего вы начали? И кого убьете? Ну, хорош. Вот про что я, в принципе, и толкую. Демона, демона, демона. Все бьем демона, демона. Отец, отец. Хилку. Ну что это такое? Типа построение не может выйти, убиваешь первые ряды. Хорошо, убиваешь первые ряды, а он опять их вызывает, и смысла их убивать нет, этих первые ряды. Но растолкать мы их можем. Мы пробегаем до демона, пытаемся ассистить демона. Никто не бьет демона, все бьют все равно этих чуваков с луком. Как будто у них там агр. Пробуем еще раз. Смотрите. Ну что такое-то-то? Пошел. Ну пошел. Прекрасно. Теперь все переобулись и бьем только демона. Где он? Он то ли сдох уже, то ли я не знаю. Как это произошло?
Да уйди ты с него. Его убили. Down. Он упал. Начинаем обряд. То есть слеповая бомба, видимо, дала себе знать. Ты ответишь за каждую украденную душу. And the loved one you И за любимого, которого тяну. То есть, короче, your end врываешься too long delay. в небритой подмышке, врываешься, короче, с копией, And you и shall осисишь его. see no more. It's done. Все кончено. Но довольно-таки сложный он. Ты как? Нормально. Погоди минутку. Just need a moment. Поверить не могу. После стольких лет я никогда до конца не верила, что смогу его остановить. Но теперь... Sure I won't be able to stop him. I know we've all lost people. Я знаю, что мы все потеряли. Дорогих людей все было нелегко. Он заботился обо мне, когда мы встретились. Я была юна, но уже как могу пережила. Он научил меня убивать как следует. Kill. Не та пошлая грызня, которой я до этого баловалась. Честный бой. All kills. Ref was. Его звали Рафаэль, любовь моя. Он был Моурусом. We were together. Вместе мы могли выйти против всей вселенной. There are lots of challenges falling. Когда влюбляешься в бессмертного, тебя поджигает много трудностей, но я никогда не думала, что переживу его. I hope you rest easy. Надеюсь, теперь ты покоишь с миром, глупый Моурус. Весы пришли в равновесие. Oh, Ха, взглянь, какая сентиментальная дурище. Давай-ка двинем обратно к лодке. Хватит с меня этого места. I've had enough of this place. Пошли? The forest spirit. Its power Привет. is fading, Лесной дух, его сила угасает, я больше не слышу леса, он затихает. but there was no other path forward. Что-то не отбрасываю. Я просто не понимаю, что он тут. Он пал жертвой порчи, выбрал... видимо, про этого. Жаль, что мы не смогли его спасти, но все силы пришлось отдать схватке с демоном. Если бы мне снова пришлось выбирать, я бы снова поступил точно так же. Убить демона было важнее. Типа дух леса, то, что мы убили, она расстроилась, я так понимаю. And I'll Я сделаю, что смогу, чтобы загладить свою вину, если это означает стать рядом с тобой и очистить мир от этой заразы. Я готов. rid the world of this infestation. I will. Сейчас, видимо, нас перенесет на другую локацию. Ну, точнее, на наш корабль, да, возмездие. Потрепал немножко, да, нервишек этот негодяй. Прямо таки скажу. А что это такое у нас? Кинжал, который дает больше мастерства, но меньше натиск. Килд звери. Это боец, убийца. И опять этих куча оружий. А почему? Стоп, боевая раскраска. Боевая раскраска это помощнее будет, если же отсюда снять там 2. Тут тоже 2 предмета. О, держи, львиное сердце. Тут тоже так. А где это? Обычная. У меня топор нормально стоит. Это танк мой будет? Хотя нормальный танк, чё? Тут что-то поутаскивать можно, да? Так, это не используется, это не используется, это не используется, тоже не используется. Тоже пусто. Пусто, пусто.
Тут Дельба. Так, Гераклиус, Байл. Так, это наша. Так, Амергин. Где она? Вот, Мал. Повесили. Еще Мал. Нету. Брик. Надо на Мал, да? Одеть самоцвета. 2 защитных самоцвета. И на Волка глянуть, что мы там тоже какие-то некие предметы нашли. На 3 ячейки. Не, вот эти уникальные когти. Это прям... Тут на одно. Что там нужен? Защитный. И защитный с ячейкой. 3 защитных самоцвета надо, в общем. Нам с вами раздобыть. На Мал и на Рея. Так, кольцо нет, не надо. Так, это... Да. Может, вот так проще? 2 раза. Раз, два, раз, два, раз, два. Оно быстрее как-то? Ну, все. Так, 3 защитных самоцвета. А у меня только 1. И приехали. Кто там? Мал и Рея. Давай сюда поставим. Вот это испытание. Всем испытаниям, да? Испытания. Журнал смотрим. Мост остановлен. А может, все-таки ей дали какой-то, я понимаю, там, кинжал. Где она есть-то, моя разбойница? Вот она. Да, у нее курточка неплохая. Вот она есть. Что получила раскраску на 2 камня. Угу. Неплохо. Неплохо. Куда еще можем отправиться? Журнал. Давай посмотрим. Опять на Сеже с письмом там что-то. Это искать гоблинов. Здесь у нас охота. Пещера Вечности. Блин, может, правда попробовать помучиться в этой пещере Вечности, пройти на друиды испытания? Я просто не знаю, куда там. На Сеже, куда нам вообще отправляться-то? Какие тут задания? Ну, пока что только пещера Вечности остается. Там я помню, что нужен лук. Брик, может быть, кстати, тоже там интересно. Ну, давайте, наверное, лукаря возьмем, потому как там стрелять надо. Колдун. Колдун, наверное, нет. Там скорее либо Дельбу брать, либо Рея брать. Я бы Рея взял. Рей хорошо прям регенится, кусает всех. Пробуем пройти пещеру Вечности без понятия. Но я предполагаю, что что-то делать с кристаллами. Я вот тогда не прошел. Кристаллы, которые в противоположной стороне. Пещера — это испытание. Проверка, и поскольку ты идешь со мной... Пойдем дальше. О, тем более у лучника теперь, как мы посмотрим. Есть тоже некий волк. Ну, я понял, ладно. Тут драки, драки, драки. Что за шутки?
Это пещера. Короче, ладно, это я понял. Мы сейчас встретим типа старого знакомого. Вот, открывается проход, там еще будет некий дух. Наш, как я понял, старый знакомый. Где первым делом надо выбрать эхо. Потом, опять же, надо будет подраться в комнате. Сейчас отрегенимся. Так, друзья, сейчас я секунду, с вашего позволения, подойду. Уровень копится. Посмотрим, сколько будет очков давать. Пока у всех, по-моему, по 61 максимальная, ну, пустота уже. Что там за молчание, ребят? Залипли в чате-то? Есть кто живой-то? Вроде смотрят, что молчите? Все в шоке? Или пытаются понять? Или просто посмотреть? Всем привет. Так, вот нам говорится... Тебя нет, вот и молчим. Тебя нет? Здорово, Леш, здорово. Слушай, а ты вчера что опять писал? Это, Лех, я вчера тебе в ответочку написал, тоже поздоровался с тобой, но я думал, ты меня дождешь, я тебя подождал, смотрю, ты там в этом в Араме зале. Ну ладно, не буду отвлекать. Арам такой себе, ну, то бывает быстро, а то бывает качели там, блин, минут на 40, да? Так, убейте духи животных. Угу. Прыгать. Че он у тебя прыгать? Ты масс прыгать. Походу залип. Алексей Стрелков, from Chat Game. Чего? Что-то победил, что ли, что-то? Я... Сейчас, секунду, ребят. Я даже в недоумении, что он там написал Алексею. А, ты выиграл в джампе. Мои поздравления, Лех. Ты самый прыгустый Алексей из всех прыгунов. Я думал, быстро скипрану и залип. Ха-ха. Ага, я понял, Леша. Короче, ты что-то выиграл в какой-то игре по прыжкам. Так, ладно, пробуем пройти пещеру на сегодня. Хотя бы, ну, я не знаю, честно. Вот сейчас будет некий дух. Фриц поймал There's an звезду, inscription ха-ха. on the rock. А, ну вот, я говорю, ты прыгун. Heard before. Вот, послушай, раз, два и тишина. И вот опять раз, два и тишина. Но это эхо, это понятно. Called again.
Мы уже это отгадывали. Опять эти загадки Of the mind. придется разгадать. Need to solve it before we pass. Heard before. Так. Это что за такие стихи? Не совсем похоже. What? And the word again is repeated. Which ruin? Послушай, раз, два. Да, это эхо. Yes. Мы просто еще выполняли. Может, нам нужно пробудить эхо? Да, мы пробуждаем эхо и проходим дальше. Вот, раз, два. Пойдем дальше. Если мы неправильно тут отвечаем, как я помню, вылазит по пауке. Gotten me so soon. Вот, Талиесин. Неужели так быстро? Давай я вам помогу. Это мы тоже увидели. Может, это его дух или просто иллюзия? Or just an Illusion or Ну, короче, он нам типа говорит, давай я помогу в этот раз. Это мы тоже поняли. Теперь, получается так. Получается так, чтобы нам пройти дальше. Нам тут надо найти 2 камня. Положить их на алтарь. Алтарь вон там. Первый камень добывается в этой комнате. Насколько я помню, открывается данный кристалл. Сохраняемся. Так, и там надо драться нам, да? Драться так. F. Не то. Так, раз, два, 3. Ну, пускай будет так, пошли. И ошибка, короче. Fatal error. Ладно, я сохранился, пробуем. Время есть. 3-я ошибка сегодня за стрим. Это прям, я не знаю, что-то... Такого не было до этого. Сегодня прям... Так. Друид F. Раз, 2, 3. Пошли так. Призываем, а сами дальше драться пошли. Нам главное вот это убить. Попробуем сейчас заручить. Все в колдуна. Классно. У меня один остался. Ладно, это не страшно. Чуть жестко, да. Но я в прошлый раз проходил лучниками. А в этот раз я решил друидом. Ну, тут все зависит все-таки от построения, как ни крути. Опять что-то подобрал. Так, берем некий кристалл, да, тут? Да, вот этот вот, камень сожаления. here. This Вот, этот камень нужно установить на пьедестал центральным, но будьте осторожны, как только это случится, вас ожидает последнее испытание, вот. once you Вот этот камень нужно установить, так, это мы читали. awaits. Thank you. Благодарю тебя, духа, поправляйся, Талиесин. Был рад помочь, Амергин, да продлится твой путь долго и не закончится так, как завершился мой. To an end like mine was. Это типа его, как я понял, если здесь все сделано, нам надо идти дальше. Тебе нужно передохнуть. Я этого не ожидал, снова увидеть Талиесина и так скоро, если бы я что-нибудь сделал. Again so soon. If only I'd done something. Так, поступил по-другому в следующий раз. На самом деле, это был не Талиесин, просто был фокус. Ты сделал все, что мог.
Так ли это? Я не представляю возвращаться к этой минуте в мыслях и вижу разные поступки, как мог бы выбрать. А что если... Пойдем дальше. А что если пойдем дальше? Понял. А теперь нам надо... Я даже сохраниться, друзья, не успел. У нас опять ошибка. Блин, ну это вообще... Ну это что это такое? Ты серьезно? Как так-то? Я так что, и буду, что ли, с ошибками играть? Но это не серьезно. Мих, го начнем в Вавы играть. Не, только... Я научу Смайлу улыбку. Только не Вов. Только не Вов. Не. Лех, ты чё, серьезно, что ли? Звездочка. Так, ну давай попробуем теперь вот эти камни тогда сначала поушибать. Но он их регенит, эти камни. Все, есть. Боишься залипнуть. Ха-ха. Чего? Сейчас прочитаю, Леш. Сейчас, извиняюсь, но тут... Какой-то люто опять у меня. Я иду бить вот этот камень. А получается, что я не могу к нему подойти. Ну, двоечку нажал же, прожал. А, боишься залипнуть? Да не, Лех, я не боюсь залипнуть. Просто это не мое. Ты представляешь, сколько можно времени там потратить в этой игре, и по факту там ничего не будет интересного. Типа развитие всякие, вот эти вот прокачки. Это просто убийство временем. Ну, не более того. Так, а теперь вот смотри. Ладно, хорошо, я начал заново, да? Ну, допустим, проходить. А где тот артефакт, который был до этого? Так, давай пропустим. Все, я все, что смог, сделал. Так, сохранение. Сохранение есть. Вот, здесь кристаллы пропали, да. Вот почему меня в тот раз вызвало недоумение вот этого прохождения испытания, ну, квеста. Мы дальше ложим сам камень. Вот, сзади кристаллы заметили, стоят. И там есть враги. На этот раз остался еще один. А, это раз остался еще один. Далее. Все, что я тут облазил, сзади мы ничего не можем сделать. Здесь пройти нельзя. А теперь можно пройти, что ли? А я же до этого не мог пройти. Понял. Я реально и до этого не мог пройти. Еще один призрак. Ты не узнаешь мое лицо, Амирген? Мой голос. А могут Постой. даже если You вы remember писать me? команды. And even in death, Ты меня вспомнил, а я даже с смерти не забуду тебя, Амирген. А могут что аватары, если написать команду? Да, они будут что-то делать. Лех, там все написано. Они тут играют, во-первых. Но это надо много народу, это во-первых. Во-вторых, чтобы не полноэкранный режим был игры. Бьют босса, играет баскетбол, батл рояль устраивают между собой победители. Бомбят, прыгают, пукают. Там очень много команд разнообразия. И там в сообществе в Стиме написано про это все. Там какое-то негодование вызывает у пользователей данной программы, ну, кто приобретает,
что они там тормозят, что там они это, что там то. Там уже разраб сам написал, говорит, ребят, я делал это для своих зрителей, для своего чата некую программку. Вот, что вы так взрываетесь? Ну, как-то так. Ну да, они подтормаживают, я согласен. Так, карьера, мы дружили с ней целую вечность. Что случилось? Ты пропала, никогда не думала? You disappeared, and I thought... I faced the same Я встретилась с тем же испытанием, что проходишь ты. Я искала того же. came here Зачем пришел ты и проиграл? failed. И проиграла. Я теперь хранительница этого места. Я не хочу с тобой драться. to fight you. This is druidic. Такой закон друидов, такое мое This is my purpose. предназначение. Друзья, ну это опять ошибка. Я не могу так. Ну это прям что-то. Возможно, там что-то какие-то технические работы идут. Я честно не могу сказать. Но то, что уже можно проходить прямо, это факт. Раньше, ну, перед этим стрим был, я не мог пройти. Возможно, допиливают игру, ну, как вариант. В целом, игра, вот, скажу так, я, наверное, на этом закончу данную серию вообще смотреть и обозревать, пока не допилят. Но игра, да, действительно имеет какое-то будущее, представление в плане прохождения там и так далее. Но перевод хромает, и ошибки что-то сегодня лезут. Возможно, когда ее допилят, мы поиграем, а так все равно в целом я благодарен, что предоставили ключик, и было немного интересно, но, к сожалению, такие вот дела с багами, да, присутствуют. Ну, как и в любой другой. Ждем оптимизации, возможно, поиграем когда-нибудь. Вот, всем спасибо за внимание, ребят, да буду заканчивать, да, сегодняшний стрим. Леха, мы с тобой, наверное, встретимся, если у тебя есть желание, и если ты не на работе, где у тебя нормальный интернет, то поиграем. Команды, Лех, там это самое, команды есть в Стиме, вводишь Avatars, есть команда, там полный список. Либо список, вот, да, список команд, сервер avatars.com, там читаешь. Либо в группе ВКонтакте, там некие команды я выбрал. Тут прям в шапочке закреплены аватары стрима. И те команды, которые работают, ну, по крайней мере, работали, что я проверял, можешь применять. Сидеть, присесть, встать, спать, танец, масса прыгать, бомбить, масса бомбить. Пердеть, дуэль, объятие, взрыв пользователя какого-то. Масса взрывается, там купить можешь, там внутриигровая типа валюта, где баскетбол, надо присоединить. Короче, читай, если интересно, то это супер. На работе, Леха, ну что ж так плохо? Так, ну ладно, друзья, что, вас хотел с пятницы сегодня поздравить, в принципе. Конец рабочей недели. Вот. Всем удачи, добра. Желаю вам. И всем пока. Танец. Все, давайте, ребят. Встретимся завтра, либо в понедельничек.